Хей, всем привет, дорогие друзья, с вами я, бравл. Значит, сегодня великое событие. Значит, сегодня чемпионат мира по бравл старсу. Будем его смотреть и лицезреть. Через час он начнется. Через час 7 минут. 55, 54 секунды, 53 секунды. Тут уже очки получил за свой небольшой. 105 очков сразу в первый день. Писец. Еще завтра будем смотреть все это дело. Расписание начинание будет Зета с Champion Gaming Kiel, потом реплей Тотем на Ватра Гейминг, потом Ас Милан Шквеш против СТМН, какой-то Сталвард и Экспорт против Тим Квеса. Только во втором расписании уже на второй день только Нави будет тут присутствовать. Да. Если посмотреть, за кого я голосовал, тут прогнозы можно посмотреть мои. Я тут случайно ошибся и вместо Зеты выбрал вот этого. А Зета в прошлом году побеждал. А так вот так я выбрал. Я думаю, тут ТТМ, тут СТМН, тут ТК. Вот эти три, они точно должны победить вот этих. Вот тут Зета должен проиграть, победить этого. Но я что-то случайно перепутал, поставил. Не на то. Да. Павел, ты играешь в бравл старс? Не, я не играю в него. Не, ну то есть играю, но... Сейчас будем мы не играть, а смотреть. Сейчас будет чемпионат мира по бравл старс, понимаешь? Чемпионат мира. Совершенно другое. Павел, ты играешь в бравл старс? Не, я не играю в него. Не, ну то есть играю, но... Сейчас будем мы не играть, а смотреть. Сейчас будет чемпионат мира. Меня вроде нормально слышно. То есть на 50, конечно, 50 полный. По бравл старс, понимаешь? Чемпионат мира. Совершенно другое. Ну, слышите меня вроде нормально, все хорошо. Будем час сидеть ждать. Ну что, не сидеть ждать не будем. Пока это все дело делается, мы... Торрент пошел на... Мы посидим где-нибудь в ютубчике, посмотрим какие-нибудь мемчики. Это набрал себе уже парочку. Даже не парочку, а больше. Собирал себе коллекцию. Взял все понравившиеся, поставил. Мы сейчас будем смотреть вот это все дело. Все лучше всего. Давайте с самого верха начнем. Так, стоять. Чемпионат четверг. Здесь не то, здесь ничего. От запредельной радости, что я жива, ты вдруг обессилел? Сейчас самое время признаться в чувствах. А ну прекрати, молчи, я тебя не слушаю. Что бы ты о себе не думал, но ты очень милый мальчик. Ничегошеньки не слышу. Накинулись на хрупкую девушку. Именем сад теней. Идиоты, возомнившие себя садом теней. За свои преступления вы заплатите жизнью. Что за дурацкие шутки? Ты же обещала, что не бросишь меня без предупреждения. Вот что-что, а то, что ты явишься сюда, я не предполагала. У тебя все-таки билось сердце? Нет, сердце не билось. Слушай, Сиеста. Что? Ты пришла в дом к малознакомому парню. Надела домашнюю одежду этого парня и, листая журнал о сериалах, нагло поедая пиццу. Что-то я не припомню, что мы начинали жить вместе. Что? Мы... Блин, писец. Вот именно об этом я тебе и намекаю. Это писец. Вообще. По правде говоря, мы с ним и вовсе не встречались. Правда? Просто так вышло, что мы с Сидом подружились на днях. Вот как? Да, вот мне и хотелось понять, что было между вами. Как же все-таки хорошо, что вы с ним больше не пара. И правда хорошо. Рада была помочь.
Спасибо, девочки. Как себя чувствуешь? Хорошо. Просто голова закружилась. Можешь смело на нас полагаться. Наша работа — поддерживать хозяина. Надеюсь на плодотворное сотрудничество. Ты разрешишь нам искупаться? Отличная идея. Я тоже самое то в жару. Вы правы. Можно. Рейн. Рейн. Хорошо. Устроим передышку. Погоди, Канады. Рейн еще не ушел. Включи голову. Ой, прости, Рейн. Не торопитесь. Писец. Берем орех, берем... Стоять. Куда? Куда так быстро сразу? Разрешишь нам искупаться? Отличная идея. Я тоже самое то в жару. Вы правы. Можно. Рейн. Рейн. То есть, что ты на что сразу так перекинула? Давай. Блин, сразу начал переодеваться. Ладно. А остальное нельзя было это самое не мешать просто. Этим все равно что-то делал, ну ладно. I'm a scat man. I'm a scat Норм. По-моему, не лучшая идея размахивать мечом в здании гильдии. Мы бывшие наемники. Хотя, вряд ли кто-то купит голову вонючей кошатиной. Ноги! Я не чувствую ног! Ага. Но я же ничего не сделал. Не смей оскорблять клан черных котов. Франц сама? Логично. Дедуля совершенно не пострадал. Правда, рад слышать. У тебя щеки горят. Ты точно не ранена? На тебя щеки горят. Что-то как красное. Нет, это опустили мяу. Лучше поговорим о том, какой ты молодец. Ты одолел и всех даже без оружия. Да. Спасибо тебе. Вот блин, на автомат. Сейчас он получит по щам. Пронесло. Кажется, ей нравится. А по щам чё? Почему он по щам не получил, я не понял. А то, что у него ушки есть, это не значит, что он по щам не получит, а? Что это такое? Писец. Испугался. Ой. Писец, он звук издавал так неожиданно. Я ожидал, что сейчас просто закончится тем, что он будет гладить ее. Гладить, 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 гладить. Так, что там еще? Сильнее, что за сильнее? Поэтому отыскала кого-то из низшей знати, кем можно манипулировать. Да, все верно. Прости, но я не хочу привлекать к себе лишнее внимание, да и до твоих проблем мне как-то нет дела. Как холодно ко мне относится мой же парень. Чисто на словах. А ты у нас будто лучше. Чего ты там бормочешь? Да ничего, тебе показалось. Переродился в другом мире в девочку с кошачьими ушками? Ага, как бы не так. Эта милая маленькая девочка с кошачьими ушками – моя хозяйка. Наша с ней встреча была случайной. Нет, пожалуй, для нас она была чудом. Ого. Так, это не надо. Спасибо. Что там эти просмотры пока набегают. Пока люди сейчас, пока что я не смотрю со мной эфир, то что он еще не начался, он только через 58 минут будет. Поэтому, ребят, я еще пока что просто не развлекаюсь. Скоро начнется, и тогда вот начнем мы смотреть нормально. А так пока что там делать? Ничего, просто смотреть только рекламный ролик. Ну, как ты можешь начать посмотреть? Так.
Добрыня, огурец. Тут 2 посмотрим, успеем. Огурец посмотрим, уточка посмотрим. Что еще тут осталось? А там как получится, вот это можно посмотреть. Все, больше ничего. Больше ничего. Давайте как-то получится. Так, посмотрим. Раз победил, забирай меня с собой против воли, а там уж как получится. Ты такой странный. Нет. А, больно же, что ты творишь? Хватит уже смущать Рены вопросами. Будешь за это наказана. Ай-яй-яй, сейчас накажет. Накажет, пиздец как. Накажет. Как она наказала? Раз победил, забирай. Раз победил, забирай. Я убедил. Я забираю. Так. Что он там еще? Утречка. Ладно, так сделаем просто. Есть один парень, который мне совсем не нравится. Доброе утро, Кагано. Утречка, Нишимора. Прикольно. Доброе утро, Кагано. Утречка, Нишимора. Огурец от Копатыча. Рубаем. Илюха, а слабо сделать настоящий эдит? Нет, не слабо, но с кем? Есть один парень, который мне совсем не нравится. Но ниже, ясно. Я мог начинать с этого, потом того. Илюха, а слабо сделать настоящий эдит? Нет, не слабо, но с кем? Ягода малинка, обосрался Копатыч там. Так. Ты когда-нибудь получал чипалах сковородкой от Копатыча? Короче, если ты пролистаешь на... Извини за чипалах. Если ты пролистаешь на самое дно моего канала... Ой, не настолько глубоко. Вот, самый первый ролик это супер-мега-пупер-ультра-гипер-плюс Pro-Max эдит с Копатычем. По крайней мере, тогда я так и думал. Поэтому я считаю, надо срочно ретранслировать этот эдит с незначительными улучшениями. Да почему, блядь? Никогда не было, и вот опять. Ну тогда ручками. А что вы думали, монтаж это сложно? 2 кнопки нажал, подождал, вам показал, лям подписчиков набрал. И даже не устал. Если спросишь, что как сделать, что за приложение, во-первых, все будет у меня в телеге. А в-третьих, вот есть вещи, которые ты можешь купить, а есть... Нормально. Путин такой там сидит с Копатычем. С Добрыней. Прикольно. Тут ничего не происходит. Чатик молчит. Добрыня против Путина. Чё будет весело? О, кто таков? Открывайте! Никогда не открывают. А, слушай, а ловко ты это придумал. Я даже вначале не понял. Молодец. Я просто здесь разбираю. Жарко стало, тут комнате включили. Ля. Это прикольно. Ютубчик говорит пока. Привет, говорит кто? Угадайте, кто это? Кто сказал сейчас привет? Кто с вами поздоровается? А? Ой, тыква.
Я совершил. Тыква, блин, поздоровалась. Не хотел тыкву. Так, что у нас? Здесь что-то есть интересное? ТикТок. Не. Первого раза. Не. А теперь рубрика «Средневековый лайф». Не. Ямба? Да ямба сказал. Куда? Офигел, что ли? Ты что такая, блин? Зараза. Да, блин, как тебя? О! 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 Вот так! Вот так-то лучше. Чатик прочитать быстренько. Вот так делать. Фигня. 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 Прикольно. Фигня. Фигня. Так, а что я тут лазю? У меня еще есть самое интересное вот тут. Вот здесь самое интересное. Ученики гимназии, когда им задали решить задачи за урок, изи за 15 минут сделаю. Ученики МБУ СОЖ, когда им еще не задали вопрос. Раздеваю до голову. Я раньше не видал ее аппаратуру. Она хочет пить, хочет маракую. Я волейбол, я пускать. Вы не видели, да? Показываю кое-что на медкомиссии. Неплохо. Но мой больше. Неплохо. Но мой больше. Потом ты достаешь второй. Чего ты хулиганишь? Мама! Кто там опять? Тетя Вера прислала телеграмму. Сара Коннор? Иди в баню. I'm a friend of Sarah Connor. От вас, алкашей, житья нет. Может, тебе еще стакан дать? На счастье. Спасибо, что не ударили. Ой, как надоели. Господи. Чего ты хулиганишь? Отшила. Мама! Кто там опять? Тетя Вера прислала телеграмму. Сара Коннор? Иди в баню. Настоящая женщина всегда кончает раком. Так, я приехал. эти шутки лучше прослушать вообще. Их не слушать даже. Не слушайте его. Такого сырья полно. Братан, Казань. Тебе на Н. Норильск. Было. Новосибирск. Это тоже было. А Нальчик. Давай. Братан, Казань. Тебе на Н. Блин, мне надо чатик как-то взять с собой. Чатик. Хотите со мной? Вот. Чатик. Чатик, вы со мной. Хе-хе-хе. На заправочку, пожалуйста, ко мне. Алло, на заправку, сворачивай, сука, сворачивай, на заправку, сворачивай. Так, сворачивай на заправку, на заправку, на заправку.
Вот. Так, на заправку, пожалуйста, заезжаем на заправку. Вот сюда, сюда. Куда, блядь, поехал? На заправку, сказал тебе, езжай. Вот, молодец. На заправочку, пожалуйста, на заправочку, заправочку. Алло, куда нахуй собрал? Собака ты такая, спокуха. На заправку, на заправку, на заправку. Езжай, ты нахуй там не... На заправку сворачивай. На заправку, сказал, сворачивай, блядь. На заправку езжай, собака такая. Я тебя, блядь, сейчас выверну. На заправку, сказал, ехать. На заправку. Туда. Я тебя уебу сейчас на заправку. Едь. Вот сюда, здесь заправка, заправляйся, закупайся. Не перерезай его, блядь. Запищали, запищали, блядь. Охуели совсем, мимо моей заправки проезжают. Вы чё? Чтоб не видел больше такого, блядь, поставить. Вот какого еще сотрудника надо. Сотрудника, который я сейчас посигналю там. Сотрудника, который будет просто всех насильно шваброй загонять на заправку. Чтобы заправка быстрее окупалась, чтобы деньги не стояли, чтобы бизнес быстро рос. А то что это за пиздос? На заправочку... У меня есть окрошка. Фига. Это неинтересно. Чё такое? Моя девушка... Няшная девочка-кошка горничная. Привет, хочешь, я разобью тебе хлебальник, ня? И тебе привет. Я же тебе говорил, что все бабы плохие, поэтому... Йо. Это какая порода собаки, Настя? Настя, вот это какая порода собаки? Говорит, золотом какой-то нашла. Няшная девочка. Самое смешное, что дело не ограничивается одними кошечками. В аниме есть и собачки, енотики, лисички, зайчики, кабанчики. Целая лесная братва, даже крупнорогатый скот присутствует. Ты посмотри на эту скотину. Она же вся обосранная. Самое смешное, что дело не ограничивается одними... Вот это вот держаться-то на это. Как это называется? Ня? Шаз. Ня. Ня. Хуйня. Ня. Я такая же хуйня. Нельзя так поступать. Нельзя. Что ты бьешь? Сашка Люкас у нас бьет его. Он ее не поддел. Нельзя, лапка. Нельзя поступать. Что такое? Что? Вот это... Ульта! 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 Ульта, блин. Писец. Сколько там времени осталось? 44 минуты. Успеем еще посмотреть. Почему тут две кровати? У меня жопа большая, блядь, сплю на двух. Няшка девочки, казалось бы, простое слово, а сколько удовольствия. Представьте, встаете утром, подходите к двери, открываете ее, а там... киски. Но в реале это мамка, и она такая... Сынок, долбоёб, ты что, дрочишь, чешё? Няшка девочки, казалось бы, простое слово, а сколько удовольствия. Представьте, встаете утром, подходите к двери, открываете ее, а там... киски. Но в реале это мамка, и она такая... Сынок, долбоёб, ты что, дрочишь, чешё? Дефолт.
пол. Люблю кошка-девочек, серьезно, как их можно не любить? Что там, Рейн как-то относится к кошка-девочкам только честно, нейтрально. Мнение этого пидораса, конечно же, не учитывает. Люблю. Смотри, Паш, какая у нее красавица. Паш, смотри, какой у меня ошейник. Че? Сама сделала. Паш, смотри, я улучшила ошейник. Паш. Паш. Паша. Да что надо? Смотри, я ошейник. Молодец, поздравляю. Все, сейчас я буду делать. Бабушка, тебе эта вата не нужна? А что ты хочешь? Игрушку сделать для вас. Да нет. Нет. Что такое не то? Так, нет то, это то. Это чат, все, я перепутал уже все кнопки. Нафига не надо, спасибо. А, я на паузу поставил. Зацените, это чума. Ну как? Это ж другое дело. Совершенно другое. Это точно. Конечно. Теперь зовите меня, я не отвечу. Дрис. Ничего не слышу. Все, пока. Осуждаю. Кто-то выстрелил бы ты за $1 000 000 в своего друга. Девочки, нет, конечно. Я, который вспомнил, что друг мне не отдал мне 5 рублей в 2015 году. Он 2 раза надал и не сработало. Прикольно. Кошка дергает елку за ветку. Также она, когда на нее повалилась елка. Ну, у каждого котика так. Блин, что я делаю? Чатик меня отдельно. Здорово. Привет, Зефирка. А-ля-ля-ля-ля. Ты за что? Происходит в России. Россия, Путин. Логично. Мама, звонит по телефону. Мама, я приготовила кофе. Где ты? Также я еду из Узбекистана домой. Рек. Понимаю. Привет. Стопы, чё? Я здороваюсь с детьми в подвале. Они не здороваются. Я достаю калаш. Дети. Привет. Я посылаю тебе привет. Я посылаю. Привет. Так, я всю жизнь шучу над другом, отвечая на его да. Ну, вы поняли. Его дети спустя 18 лет приходят ко мне. Мистер Анджело. Да. Пизда. Блин, я помню этот момент. Там говоришь, конечно, по-другому, там типа не подходит. Мистер Анджело, он говорит, да. Мистер Сальери передает вам привет. Наздравь, Паша. Вот так примерно. Чуваки, блять. Это пизда. Это пизда, я... Это чипсы. Я не могу... Чуваки. Отлично. Ты тут. Погнали. Рубай. О, эпично. А еще стрим там не заблокировали случайно? Нет. Писец. Когда синий придет в самом разгаре. Ну что, нашел? Нет, ну сейчас найду. Иноходов еще не было. Молодец. Саперы пойдешь. Вор, типа.
Вот, не видно дальше. В Украине идет война. Время цыгане. Это, блядь, хит, Цыганилы нахуй, короли. пиздец. Пиздили технику, блядь. Охуеть. Писец, красава. Что это? Что это такое? Что это? А что это? Почему он не работает? А? Ребят, я не понял прикола. Почему он не работает? Где оно? Ниже, ниже, ниже. Вот он. А что он типа не работает? Да. Вот. Давайте скачаем его. Посмотрим так. Раз он не скачивается. Еще не скачивается. Прикалываешься мне? Транслировать. Ничего не могу. Альт. Альт. Что за фигня происходит? Вообще не могу посмотреть, ладно. And now it's in a playlist. Прикольно. Вот там у нас Z пришел. Ой, опять не то врубил. Да блин, что я врубаю не то. Где чат? Чатик при второго. Z пришел. Я уже думал, не придет. Я тут готовлюсь к чемпионату бравл старса. Тут вот осталось сколько у нас? 36 минут еще посидеть. Решил в ТикТоке. Почему бы и нет? Поугарать над тем, что я там успел набрать на лайкать. Это все видео, которые я лайкал. Когда-то. Я уже не помню, что там я лайкал. Поэтому это интересно смотреть. Вот, вот это оригинал, то есть вот отсюда взяли и сделали уже ремикс. Сейчас все делаю. And now it's in a playlist. Вот отсюда взяли, уже сделали саму. Послушай пока частушки. Да вы достали своими частушками, все, я эти частушки больше никогда не послушаю. I thought Cheeky Bricky was Australian. And then I looked it up. And it pretty much went Cheeky Bricky and then toots 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 toots. And now it's in a playlist. Cheeky Bricky and then toots 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 toots. I thought I'm stuck in the bathroom. I don't know how to get out of. I'm stuck in the bathroom. Бля, писец. Are you ready? Are you ready? Get your cameras ready. Get your Да блин, что ты так орешь? Не ори так. Attention, attention, all everybody. The shark has toes. It's cannon. Toes. Have you ever seen my ankles before? I think this is new ground too. I showed you my ankles. Meow, 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 meow. Meow? 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 Oh boy, you're never gonna hear the end of it now, are you? Same desu. Meow? Meow? You wanna wiggle? You wanna see me wiggle? Ой, выкол там. Опять чики-брики. Чего мне так много? Если ты будешь ласково привыкнуть к этой, не кусай. Let's go! До такого додумались, писец. О, нянерс. У него какой-то скин, он снежный такой красивый, будто русский. Реально, будто русский.
Елочка, сладости унями. Елочка, потанцуйте с нами. Будем мы, как зайчики, весело скакать. Прыг да скок, повтори опять. Будем мы, как зайчики, весело скакать. Прыг да скок, повтори опять. Елочка, сладости унями. Елочка, потанцуйте с нами. Будем мы, как куколки, весело летать. Вот да вот, повтори опять. Будем мы, как куколки, весело летать. Вот да вот, повтори опять. Елочка, потанцуйте с нами. Будем мы, как романтики, выступать. Вот да вот, повтори опять. Будем мы, как романтики, выступать. Вот да вот, повтори опять. Thank you. Спасибо. Это что-то новое. Одновременно смешно, как бы, и одновременно мило. От того, что она выговорить никак не может. Некоторые слова. Опяу. Опять она. Опяу. Что там эти, кстати, комментарии написали? Можно бесконечно смотреть на 3 вещи. Как горит огонь, как течет вода, и как японцы пытаются говорить на русском языке. Запоминайте эту фразу. Она не раз еще прозвучит. А тем временем у нас осталось 30 минут ровно. Что прокачать? Легендарный удар ногой, который отбрасывает противника. Это же удар за Спарту! Вперед! Упакуйте его. This is Спарта! 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 Ответит. Спарта! 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 Чё, блядь? В смысле? У вас что задницы липкие такие? This is Спарта. This is Спарта. 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 Спарта, 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 this is Спарта! Не надо, не стоит, не подходи. This is Спарта, нахуй, поняла? Еще раз тронешь, в космос улетишь. Что ты делаешь? Она никак не может выбраться оттуда. О, что, простите? Что, блядь, простите? Ваш сеанс окончен, просьба покинуть причал. И ты, черный пи без тигра, тоже иди отсюда. О, что? Саша, Что ты за вобла-ёбла? ты знаешь, как вот этот называется? Кто? Загон для лошадей. Где они стоят? Конюшня? Конюшня? Нет, всего 3 слова. 3 буквы. 3 буквы? Да. А это не знаю, я такое считаю. Загон для лошадей. Быстрее, быстрее, нужно от него избавиться. Он заразился. А, куда? Покинуть причал. И быстрее, нужно от него избавиться. Он заразился танцем скибиди-папа. Извини, братан, тут мы бессильны. Скибиди-папа.
Deja vu. It just been this place before. Higher on the street, and I know it's my time to go. Реально неповторимый оригинал. Ты что-то вколол? Да. Что? Гормон роста. Ты серьезно? А чё ты не вырос? Как не вырос? Вырос в ширину. Ты что? Писец. Не можно таких там больно сейчас. Что это такое? Ругаться буду. Веди себя прилично, как... Веди себя прилично, как хлеб. Опять же. It's hard to breathe, but that's alright. Hush. It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Опять же, теперь вот это у нас не делать, да? Даже правда только мышь не работает. Как-то посмотреть-то. Может там интересно что-то. Так, чай тут какой-то. А на что вы жалуетесь? После 240 плохо разгоняется. Можно свечи поменять. 240? Да. Вам свечи за здравие или за упокой? Deja vu. It just been this place before. Higher on the street, and I know. Deja vu. It just Баз, ответ. Баз. Загон для лошадей. Баз. Бабушка, баз. А? Баз. База? Да. Загон для лошадей. База? Ты что, посмотрел? Не написали мне люди. It just been this place before. А вот написано, что у вас в агентстве состоит Николай Басков. Это правда? У него просто день рождения рядом было, 45 лет. Тут Да. рядышком в Барвихе. Но он у вас в агентстве есть. Он друг очень хороший. А его нет в агентстве. У него день рождения недавно было здесь, в Барвихе. Он есть в агентстве или нет? Я задам другой вопрос вашим языком. Обслуживаешь ли ты Баскова? Было дело, да. Ну, пожалуйста, стойте, подождите. Да, я знаю, что такое бравлер есть. Я быстрее ответил, чем подумал. СММ, соцсети, контент, вот все такое. Но он есть у вас или его нет? День рождения у него было, он сейчас уже отпраздновал. Подожди, ты нам голову Смотри, не морочь. когда я спрошу, был ли день рождения у Баскова? Ты отвечаешь, что был день Да, рождения. у него был день рождения. А вы были на день рождения у Баскова? Я не был. А он нет. есть у вас в агентстве или нет? Он отпраздновал и уехал. А вот написано, что у вас... Лех, ты не охренел сейчас? Что такое? Ты на репетиции даже не хочешь ходить. Что это такое за отношения? А как? Когда я буду ходить на репетиции, если я все время не хочу? Лех, нормальные отношения? Это проект игра. Люди тут соревнуются в юморе. Зачем? Чтобы понять, кто смешнее из них. Так и так же понятно, над кем смеются сильнее, тот смешнее. Но здесь это решают члены жюри. А зал нахрена тогда остальные? Чтобы по их реакции жюри поняли, кто смешнее. А без их реакции жюри дебилы не поймут, кто смешнее. Мне кажется, Лех, не стоит жюри называть дебилами. Почему? Почему? Лех, ты не охренел? Как очистить Фигня. Фигня, я вот Интернет это вспомнил, это я вспомнил. Не тебе со мной тягаться, Добрыня. Не тебе. Майдэй, майдэй, коллеги, товарищи, подъем! У нас ЧП! Вставайте, ёбаные, тухлые шашлыки, у нас пожар! Пожар в офисе! Все эвакуируемся быстро! В порядке очереди становитесь!
У нас экстренная эвакуация по одному. Пошел. Не волнуйтесь, Леха снизу постелил матрас. Мы отвечаем за вашу безопасность. Пошел. Эвакуация. Бля, Леха сегодня на работу не вышел. Майдэй. Хочу написать здесь то самое русское слово из 3 букв. So, говори, что I'm go away. Слушай, а как мне тебя назвать? О, давай ты будешь рататуй. Рат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 at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 
Я плачу налоги, те мои дороги. Боишься меня? Это правильный ответ. Тебе на ухо. Ушко. Как можно пройти мимо такого добра? Вот, это ж морква, богатая витамином А. Иисусе, Господи, блядь, сука, нахуй, жопа, глиттер. Хотите морковь? Она богата витамином А. О, спотный, симпотный. А я, как всегда, в говне. Рыцарь на черном коне. Раз, два, три. На тампонами посмотри. Раз, два, три, нахуй. Заебись, заебали. И что дальше? Объясню, надо кушать, содержать семью. Нахуй это. На этом чё я пока перекушу. Единственное, что я знаю, это видео без монтажа. Переживать не стоит, но все зависит от меня. What do you do, если здесь в этом урус? I'm here, Ромра. So говори, что I'm go away inside. Bye, brother, because на улице мороз. Еще раз, как не пида, натяну нахуй. Я плачу налоги, те мои дороги. Боишься меня? Нет, это правильный ответ. Я хочу тебе на ушко. И что дальше? Объясню, надо кушать, содержать семью. Нахуй это. На этом я пока перекушу. Единственное, что я знаю, это видео без монтажа. Переживать не стоит, но все зависит от меня. Я не хочу делать контент, потому что надо. Я хочу хотеть его делать. Но хотеть в последнее время все меньше хочется. Ля ты крыса. Ля ты крыса, Дальность действия стрелы значительно снизилась, но зато коэффициент поражения поражает воображение. Попытка исправить угубила положение. Дальность действия. Скилл предис. Если б я имел коня, это был бы номер. Если б конь имел меня, я б, наверное, помер. Ох, армада. Трансформер армада. А что вы делаете? Не видно? Что, вы мой гриб снимаете? Это же мой гриб! Че он ваш? Ну я его ем, видишь, надкушено. Иди, я его каждый день по кусочку. Подожди, дай поснимать чуть-чуть. Ну, блин, тебе надо, я его Что ты делаешь? Подожди. Отвали, мужик. Ох, мы смотрели его, я помню до сих пор. 9, 9, 9. Это явно очень не стоит. Я уже понял. Тоже понял. Это После очередного... А, тоже не надо. Молоко поставь тут. Чё? Поставь тут. Это как? Последнее. Молоко поставь. Картинка есть, а это видео не идет. Это не помню. мне с тобой драться, тебя жизнь не так уже побила. Так что поверь свой... Открой глаза, они вообще-то открыты. А извини, я их не заметил. Утро подарит нам это похмелье. И холода за окном не помеха. И нифига себе не помеха, тут же холодно. Дурак, оделся бы. Пока мы здесь, в теплой постели, друг предложил нам найти медведя. Касание трепеты и безмятежны. Мы, видимо, нашли логово зверя.
Неизменно идут проблемы, только ты и я в этом мире. Время застынет на этом моменте, все, что имею, я отдам тебе. Пацаны! Что-то сжимается крепко-крепко. Это все, что нужно мне. Готов убежать за тобой на край света, чтобы еще раз по-новому все повторить. Между нами тает лед, пусть теперь нас никто не найдет. Ты заебал! Блять, муж нормально! Между нами тает лед, пусть теперь нас никто не найдет. Мы промокнем под дождем, и сегодня мы только вдвоем. Открой. Учитель, делаете любой клип. Тем временем мы с друзьями. Открой глаза, они вообще-то открыты. Прости, я их не заметил. Сколько раз пересмотрела? 10-15. Ясно. Так мы кладем Слева фаза. Это уже кто-то. Это Даша. Я вспомнил. Это Даша эти. Даша, Дашенька, Даша. Ну, Дашу можно уже идти. Все, до свидания. Сколько? 15 просмотров? Да вы ошалели там. Сколько там осталось? 17 минут. Да вы ошалели, что ли, а? 17 минут, внимание, подъем, ребята. Сейчас скоро начнется уже всем. Мне надо успеть еще коуп посмотреть. Мы переходим в коуп, там еще посмотрим немного. Сколько успеем. Так, мои лайки. Ой, я свои лайки тыкал. Куда ты? Куда? Да куда ты стоять? Сказал. Ух ты, собака какая. Шо? Так, мы вот это дело сейчас поправим. А, куда? Так, это надо вот сюда, наверное, сделать. Куда его поставить-то? Чтоб там камин пришел, что такое? А сколько там на осу просмотров? Я забыл. На осу просмотров. Там мы сейчас посмотрим. Сейчас быстро гляну. Самое последнее просмотры наши сколько? Я не сам даже не смотрел. Там последний раз 6 было просмотров. Сейчас же уже там сколько? Сейчас посмотрим. Опять осу 13 пока что. Ну, в прошлый раз 6 было. Уже 13. Уже 13. Потихоньку растет. 20, будет 20, будет прода, все. Потом сочтемся. 20 просмотров будет прода. Демон какой-то. Какой-то демон. Впервые вижу такое. Прикольно. Был бы такое аниме, я посмотрел бы. А сколько поняв, но это не демон, не думан, это не думан. Блин, прикольно. Мне он сам нравится, блин, прикольный. Писец, был бы про него аниме, я бы посмотрел. Так, ну что пишет. О, Влад не пишет. Поздравляю.
Так. Значит, мы там с Владом немножко поспорили, кто победит, Z или Нави в Бравл Старсе. Или прикольно. Писец, звук врубило. Я чуть не оглох. Идите нафиг, это просто. Еще одна. Оу. Чё так тихо? Теперь тихо чищу. Издевайся на меня. Человек бензопила. Йо. Скажи fuck me, daddy. Нет. Потому что у меня папа может стать. Вот, да, я иду. Скажи fuck me, daddy. Fuck me, daddy. А если я так сделаю? А если я так сделаю? Понимаю. Чего? Не видно нифига. Ясно. Понятно. Так, мне ноги затекли. Можешь подменить меня? Подменить можешь, да? Давай. Что? Так, мне ноги понимаю. затекли. Можешь Ноги затекли. меня подменить можешь, да? Давай. Ноги На этой затекли. карте 13 трупов просто. 13 пачек японцев. Ты че, серьезно? Это будущее. На этой карте 13 трупов просто. Это будущее. Ее оставить. Я хочу себе такую мелочь. Мелочь. Все хотят. А можно мне ее оставить? А мне можно, а мне. Нас будет завтра спать. Я тоже хочу. А не идти куда-то. Я спать точно не буду, мне бухать надо. А, важное дело. Бухать надо. А, понимаю. Don't do it. Все, до свидания, Don't do человек. it. О, Соник. Ого. Писец. Задом начал уебаться. Я не понял, ты чё, лоли кончик? А почему бы и нет, как говорится?
Прикольно. Задом на его. Прикольно. Прикольно мы ждем. Все, VR-чат, до свидания, сказал. VR-чат сказал пока. Пиздец, врубает музон, вы офигели. А, дяди. Так, у меня есть идея. Сейчас мы вырубаем музон. Вот здесь мы включаем вот так, полностью. А здесь мы врубаем не полностью. Вот так, все, нормально, нормально. Троник. Да ж Троник, он в VR-чате сидел раньше. Год назад последний раз видео выпускал. Вау, там было больше. Чё? А, все понял. Пригнулась. Она пригнулась. Ну, Даша, привет. Только вспомнили ее она. Ну, не только, но давно вспомнили, она пришла. GTA Констрактвер чат. Через 5 минут начнется почти. Не пойму прикол. Не бросил, ага. Представим. О. Лепкисет. Ты ебанутый. They ask you how you are, you just have to say that you're fine, and you're not really fine. Я знаю. Спасибо. Ты ебанутый. Енот, ты же, сука, слесарь, блядь. Тихо. Рот замочу. Енот, ты же, сука, слесарь, блядь. Так что покер танцуйте. Ой-ой-ой. Тихо, спокойно. Да, музыка прикольная, писец. Вот это лишнее, чё? Писец. Ай. Это прикольно. Как я хотел бы там оказаться. Нормально. Так, сколько? 4 минуты осталось. 4, ребята, 4 минуты. Живем. Мяу.
Что ты, сука, сказал? Мяу. Мяу. С виду не скажешь. Что ты, сука, сказал? Мяу. Сет. Оу. Кто там говорил, типа, туда-сюда, они очень милые и вообще безобидные. Вот. А? А что вы скажете на это, а? Прикольно. Опять шлет что-то. Сколько? 2 минуты. Ой-ой-ой. Скоро начнется же, все. Бросаем лайк. Бросаем все. Берем чатик в руки. А не чатик. Чатик! Что с тобой стало? Открытие ну. Нет. Привет. Ну чат. Чатик. Чатик, что с тобой? Работай. Добро пожаловать. Хотите голосовать за МВП или угадывать результаты матчей, получая за это награды? Вперед! Выбери любимую команду. Какую команду выберем? Z1, Z0 есть тоже. Нави есть. Нави Z, как думаете? А, чатик. Давайте хоть чат нового окне откроем, потому что, блин, тут что-то у нас у меня чатик залагал. Кого? Z1. Z1 будет. Отличный выбор написано. Окей. Ща будет, так. А, блин, я вам забыл уже обратно сделать. Извиняюсь. Я не специально. Так, вот это лишний, да? Вот так можно, все. Давайте ждем. Раз, два, три, 4, не знаю. А болотный. Загрузка. Начинается. Всех сразу выбирай. Суперсел DLL. Так, чатик, мы тебя куда приберем? Мы тебя вот сюда поставим. Вот так, все. Давай. Поко. Мы так долго ждали, хотя бы что-то еще сделать, ну ладно. О, Рика. Или кто это? О. Музон рубит. Ты на это ответила, убери.
Это основная, да? Или их другие? Ну-ка, здесь брокаст, что пишет? И брокаст тоже самое говорит. Ясно, короче. Не все везде одинаковые. Just to win this fight, but he'll keep pushing your team behind. Yeah, you see your life slip away like sand, 'cause victory lies in his hands. From the depths he came, life will never be the same. О! О! Первый готов. Чисто случайно. Забрал. Ема. Конечно, на английском поется, но все равно. Мортис, что-то там поется, да? Про Мортиса. Очень долгая песенка. Они могли в давно эфир начать нормально. Yeah. Bonjour à tous Paris. Bienvenue à tous au final mondial de Brawl Stars. 16 équipes se sont battues tout au long de l'année autour du monde pour se qualifier et nous rejoindre ici à Disneyland Paris. 16 équipes, 3 jours de compétition, un seul trophée, une seule équipe pourra rentrer chez elle en tant que championne du monde. Ce dimanche, gros week-end de Brawl Stars. Я выбирал. And of course, for all of the English speakers out there, whether it's you or you or anyone at home, of course, all of you guys, I will be speaking in both French and English this weekend. Welcome! Нормальный русский нельзя? А? Нет, там сама форма. Ja, meine lieben Freunde der guten Brawl Stars Unterhaltung. Короче, тут разницы нет. Чё тот. Короче, будем... This is what it's all been building up to. You know, it's such a great privilege to be here. It's been such a fantastic year for Brawl Esports, and again, what a fine setting this is. I mean, this is where dreams literally come true. It's going to come true for one of these 16 teams over the next 3 days. That's right, Disneyland Paris is the stuff that dreams are made of, but only one team can stand at the top of the heap here as the Brawl Stars World Champion. Let's talk about what we should expect over the coming days in this tournament. It is a grueling 16-team single elimination bracket. That's right, you win, you advance, you lose, you go home. We're best of 5s all the way through to our best of 7 grand finals. Yeah, that best of 7, of course, was where everyone wants to get to. And again, you know, it's not an impossibility to come back in this competition. It is, of course, single elimination, but this is what everyone is playing for. A total prizing of $1 million. Life-changing sums there. For first place, 400,000. For second, 200,000 as well. Third to fourth, $80,000. Ну-ка поищем, давайте поищем. 파워 매치로 이루어집니다. 그리고 16팀이 결승전으로 와서 진행을 할 거고요. 경기를 펼치겠고요. 베스트 오브 5 5판 중에 3판을
Geldi. Fuat'cığım hangi takımı Ben mi tutuyorsun? Baştan söyle Evet, sorayım yani sana. baştan yani tüm turnuva için favorim mi kim? Evet. Benim tüm turnuva için favorim tabii ki de State Tempolu Zeta Division 1 takım abi. Senin Van kim? diyorsun. Evet. Söylemiyorum. Allah Allah, neden? Ben SK Gaming'in bu sene Sır bir mı şeyler abi? çıkartabileceğini düşünüyorum. Yok be abi. Çıkartamaz. Yok abi. SK Gaming. Ну что, будем дальше на первом смотреть. One. We're definitely split when it comes to our second Нас match between тоже Vatra другой не and оставляет. Reply Totem. We're dealing with the number 2 seeds from Матч both первый. NA and LATAM North and EMEA Матч respectively. второй. That is going to be an Матч incredible третий. game. We're all on Матч the четвертый. STMN bandwagon here. That by no means is going to be a one-sided game, and then many of us believe that Team А, Kaizo там были have третий. got what it takes to get all the way Я ставим других. through. Again, we put our best foot forward with our predictions. You can join us at home over at event.brawlstars.com. You can make your predictions, vote on the MVPs of the matches that we see, and have a chance to win some fantastic in-game loot. Они во второй Нави. All the way to that Да. final tier for Да, Rage да, да, Quit да, всё Tara. верно. We've never given away a skin before in the history of the BSC, so this is a wondrous thing to be able Всё to верно. do. And of course, get those predictions on point. We'll do our best to help you guys along the way in order to do so. Now, of course, you can also get involved over on TikTok. Show us your perspective or your memories of this tournament with the hashtag BSWF22. We can't wait to see what you guys are cooking up over there. What's cooking up over Меня on не the провести. stage is pretty darn spicy. I'll Меня tell не you that провести. for free. The number 1 seed from the East Asian region takes on the number 6 seed from EMEA. Zeta Division 1 goes up against Chazmak Gaming EU. Zeta's Division 1, I mean, we've got to start there. I mean, what a phenomenal team. I mean, they've just been so dominant all year long. Chazmak is definitely fair to say are a bit of the underdog in this series, but again, that's not to count them out. They've had some good promise, and they've made some good adaptation along the journey. Zeta Division are our last year's World Championships. They split the Я бы вам team, переводил right? это все, но They я, take блин, Shitapo, запутаюсь an скорее. all-star player out, and they build around him, and that has looked incredible so far, of course, bringing in Kenji and Moyogoku. But let's not waste too much time. Let's head down to the stage and welcome out the first of our competitors. Zeta. Allez, c'est l'heure, c'est le moment pour notre premier match du week-end. 16 équipes, beaucoup d'actions sur Brawl Stars. Mais quoi de mieux pour commencer que d'accueillir les mastodontes de la compétition? Ils font partie des grands favoris de cette compétition. Я Ils хотел nous Зету. viennent du Japon. Un tonnerre d'applaudissements pour Zeta Division 1! Last year's world champion, Shitapo, joined this year by Moyogoku, Kenji. Will Zeta dominate again? The list of achievements is endless. MSI champions of Zeta! 2022. Йо! 6 grand final Я, appearances. конечно, проголосовал за другую, но, блин, я не хотел. Я не знал. Pro Series champions, the APAC region, take the stand. 5 очков больше дали. A terrifying prospect in itself. March, April, August, October, monthly finals champions. Like I said, only ever losing to Zeta Division 0 in those tournaments. This team's got some pretty insane win rates. The MSI, of course, champions, beating SK 3-2 in that grand final. This team has it all. What a treat to get our probably favorite team to take the stage so early in the tournament. And their opponents are definitely the David in this David versus Goliath situation. Let's now welcome them to the stage. Et leurs adversaires du jour, ce sont les challengers. Ils viennent d'un pays qui n'a jamais été représenté dans des finales mondiales de Brawl Stars. 3 joueurs polonais qui vont venir challenger ceux qui sont les grands favoris de ce tournoi. S'il vous plaît, un max de bruit pour Chazmak Gaming EU. They're the first ever Polish players to Chazmak compete Gaming in the World Finals. And Rama, Naui and Gero, Coach Philip, hoping to do their country proud. They made the grand finals. Офигеть, если эти команды выиграют, я офигею. Losing a match point to Tribe Gaming EU by a singular bounty star. They're considered by many as the underdog in this matchup. But if they can prevail as the top dog, it will send a shockwave throughout the arena.
This team has Там had девайсы. some pretty solid performances over the last couple of months, but there's no doubt about it, Ark. They started on the right foot at the beginning of this year, and then they started to run into a little bit of trouble. Gero comes and joins this team, and Rama believes that he really helps them and allows them to deepen their pool of strategies and increase their communication. This team qualified as Craze Clan and were picked up instantly by Chazmak Gaming Europe, who wanted a representative from that EMEA region. This team got a lot on their plate right now. They come in as at number 6 seed, but again, the EMEA region arc is so competitive. Even at number 6, you can't be sleeping on this team, and I'm sure that Zeta Division 1 aren't either. Exactly that. It really is the case, and you know, У них какие-то планшеты, как у меня. Даже не телефоны это. Даже не телефоны. Планшет целый. Zeta Division. Yeah. For Chazmak Gaming today, they come in with less of that strain and that weight on their shoulders. Говорят. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, старт. Zeta Division 1 here today, and they Soon. could cause a potentially catastrophic upset. Hearing from Zeta Division 1, they said, look, Chazmak EU is a Готовятся strong к бою. team. We are confident of winning. That came Давайте, from давайте, Kenji давайте, here. мы We выиграем, can't давайте. blame this team. Z1, They've been the Z1, best Z1, because they've Z1, been the best. Z1. And MSI was Давай, Team Kaizo, давай, then давай. STMM with a 3-1 result. And as we mentioned earlier, a win against Значит, там SK Gaming. это идет? It's Да, not the идет. first time this Zeta Division 1 team has been Давай, pitted давай, against the давай, rest давай. of the world. For Chazmak, Давайте, it is a люди, заходим, baptism of смотрим fire. этот эфир. And again, if it goes wrong for them here, they're going home. But the scariest thing about Zeta Division 1 for me is the fact that their best performance was in October. They didn't drop a single set, which means coming into the World Finals, they're at their peak, they're at their top, they're at their very best. And for Chazmak Gaming, it was a little bit of the opposite. You know, their best performance was back in April of this year, and you know, they've had a bit of trying time, but they've had a little bit of a chance to breathe and reflect Типа он upon что-то the year, рассказывает look back про at where things didn't этот go матч, quite про so игроков right for them. этих, кто с And I кем really hope that today играл, we типа. see a refreshed, a revitalized Chazmak Gaming EU, because again, this matchup, I'm sure, Короче, очень много лишней информации. like that David and Goliath story. But if they can Понимаю то, что он типа этот чел, который много рассказывает, прям, но это чересчур много. Они слишком сильно это тянут. people will be looking upon this in a very different light. Again, this team, yeah, 9 points. Сидеть мы долго будем. Предупреждаю, если он так много болтать будет, мы долго сидеть будем. We have a lot of representatives from the EMEA region because it is considered widely very competitive. So a Там depth Sonic of Friend talent пришел. on these particular Модератор teams. мой. And again, like this team sort of believes that they benefited really greatly from our move. Давай, Зета, Зета, вперед, Зета, вперед. Давай, на, набеем. У них такая единичка, орел, значит. Zeta Division 1. Йо. Там один по центру похож на меня. Чем-то. Ну не из этой, из этой. А чё их 4? Это их тренер? I get the feeling you had to get up pretty early in the morning to pull an Overwatch to Tampo and his mates. Yeah, we were saying earlier he can basically play brawl with his тренер, eyes походу. closed, can't he? I mean, you know, with Zeta Вот Division этот похож на 1, меня it's a прям. really interesting style to the draft because you are forced to make that decision of do I want to А у них ban тренера better нет, походу. or do I want to ban О. what Zeta Division 1 are best with? And you know, that is, Давай, oh my давай. word, Uber, 91 на 9. 91% of Я those знаю. on event.brawlstars.com thinking that Zeta Division 1 are going to take this one. We shall see. The draft comes in thick and fast. It is Kenji Moegoku and Shitampo here to make the first pick for the side of Zeta Division 1. Again, we're going to be playing knockout first. It's going to be out in the open. Again, a really curious map right, because the left lane for both teams is kind of cut Brock. off. Play or something with that utility. Let's talk Brock though. He's picked first. I love that pick. Breaking open the mid very early on with the rocket fuel and allowing your team to get really quickly Они выбрали, into the да? map and in your lanes. EU band, I think it's a smart move there by Chazmak because ultimately Это те, кто запрещены, да? Вот тут под запретом 6. around the lake area. The Fang ban and actually Zeta Division 1 banning Max for me is a real thing to point out because you know, a lot of what we saw in the last year's World Finals from Zeta was primarily utilizing Max's speed. Charges are all the flavor for Chazmak. Это Рама выбрал. Пайпер, Kenji, это... Напоминаем людей. Запоминаем. Рама. Как Драма. Kenji. Тик. Tick comes in as well, looking for a bit of map control. Нови. 927. Нови. Нови, запоминаем.
I do love the idea of Bell here. I think Bell is in a fantastic spot, or Penny. I think they're having something to apply some pressure, some control, like that Penny turret could go quite a long way here. But that tick is going to be vulnerable on the side of Chazmak as well, and they know that they've got ultimately a lot of the more aggressive brawlers which could counter it, banned out on the side of Zeta Division. So again, it does show that Chazmak are showing some good signs of awareness. Карл. Carl coming in for Zeta. This, I mean, this Это pick Tampo, he has not lost a set when МП. he has picked Carl. He is 6-0 Сайтампо. when he's Сайтампо. gone for that brawler. Fantastic mid-range with also that Сайтампо. all-in potential that you love to see. О, I'm Джим. really looking out for that, and Gene, I mean, Билли this Джим. composition looks nice and rounded out. Найгоку. And those magic puffs on the healing side surely Майгаку. coming into play big Майгаку. time Добровольчик. for Zeta if they find themselves on the Это ropes. явно какие-то корейцы. Spawn, if Я уже Chazmak понял can это. get that Это early европейцы, advantage in that high европейская ground, какая-то. then, you know, having some survivability is going to go a long way. Gus. Coming in. Wow. And this is one of those brawlers that I've seen in Gero. Zeta scrims. They play Gus everywhere. So it's surprising to me that they've actually left it open and that Chazmak have seen that door and walked through it. Extremely powerful right now. We know that with that star power, Gero is going to be able, or whoever's playing the Gus is going to be able to apply also that damage boost to whoever receives the shield. So in clutch moments, that's going to be absolutely crucial if he decides to go in that direction. But when there's Gene floating around, there's a sense of inevitability, right, Arc? That magic hand can be devastating. Absolutely so. And in we go. Zeta starting things out there. Slow, patient, and steady to win the race. The rocket fuel, I don't think connected there, but the range is what's more important than keeping that at bay. But there's a great tap from Geru there. Kenji, very low. And I love this start so far from Zeta, just getting the positioning power over Chazmak. And now he actually takes health bonanza here, so actually boost the healing of those spirits, favoring the sustain game a little bit more here for Chazmak. But you can see the pressure that Zeta Division 1 are applying early. They're building Moyogoku up towards that magic hand. They're looking just to break this game right open with that Gene Super. Yeah, they want to close the gap over time. Ultimately, that's where Piper is going to struggle in those later stages as the gas starts to come into play and close in on the map. So having that magic hand for later and just buying time to allow that situation to occur is going to go a long way. But I feel like Chazmak do need to get out of this one a little bit. The shield there popped, and now he pushes against the takedown. That gadget activation there from now was huge. That extra damage from the spirit of the Да не может быть. Moyogoku's low. Spooky goes to come out, but it's not enough, and Chazmak get one on the board early. Great stuff. This is what I wanted to see from Chazmak because they need to get some early momentum against this particular matchup. Let's see now, left-hand side lane, but look at the flying hook over the lane because Tampa goes in and Drama goes down. О, в раш пошли, давайте. Кару, в этот раз Кару уже сам раш. Кару и... Moyogoku closes the gap and that magic hand's available, but it won't be needed to take down Gero. At 3 versus 1 now, Noe has to try and hang on. They're baiting out that gadget activation, it feels, and it's a matter of time now. So hard to win from this position. Раунд 1, yeah. Давай, Зета. Что-то не разделились, походу. On the board here, so but what a great response. Honestly, that is what is so scary about Zeta. Нереально They treat разделились, every походу. round as if it's a fresh new one, and that great pull coming in. Oh, beautiful stuff there from Shatampo. Давайте. Кару суперский. Кару. Кару затащил. And that is what Chazmak have got to be so cautious around. They've got to make sure to just keep it slow and patient like they did in that first round. And I love it. You can just see the energy there. Shatampo just getting geared up, and you know they can feel that first set potential there for them if they can just keep themselves going. That's the one thing about Chazmak's composition arc. They can struggle sometimes if they get dove on, and that flying hook is big to allow Shatampa to advance. Some environmental destruction here by Kenji, and again, Zeta look to encroach. Gero was having a tough time on the left as Kenji really Вот так будем, наверное, utilizing a lot of делать. that incendiary on the ground, and it is going to restrict the movement, of course, as well. Now he's fitting in a little bit more into Moyogoku, who's going to be earning that magic hand shortly. But this is where we saw Chazmak in that first round really start to thrive. They just took their time, but I do like this position. It's a stronghold here for Zeta. О, Брок. И Кару вон как хорошо воюет. О, гаджет, и что там такое? О, давай. Кару. Кару молодец.
to this second round. As soon as one brick comes loose, the whole wall comes crashing down as Zeta really are starting to enjoy themselves. Their thumbs are now warmed up and they can taste this set going their way. But can we see some resolve? Can we see something from Chazmak to be able to put a stop to this potential inevitability here? Healing paths much needed there. Moy Goku and just keeping everyone in the mix. Taking it slow yet again and ready to explode surely in the near moment. Means you don't spend as much time out of the fight if you need to be topped up. Just get there by your G and you'll be ready to rock soon. There it is, flying hook. It's going to be the tailspin now. Rama in trouble. Last hurrah used to get him away, but he's low. 75 HP. Давайте сейчас другого посмотрим. То что тут, блин, что-то размыто все. Надеюсь, другого будет. Вот там более красиво. Хотя ничего не... Wird noch rausgeholt von Rama. 3000 Zuschauer hier auch im Game. Sehr, sehr schön zu sehen, wie viele Leute sich für E-Sport interessieren. Das lässt mir... Bruno Crash. Tem que tentar fazer a boa pra cima daquele tique. Tem cabeçona. Já tá com ult ali o time todo. Todos os times, os dois times estão quase completos em ult. Só falta o Kendi, Reboleira. É isso, Brunão. Kendi daqui a pouco acerta um foguetão ali, consegue pegar sua ult. Vai controlando bem ali o Rama, a distância. Хотя я понял, другого тут ничего не дано. Now that one pulls up a little bit short here. Shitampo realizes he can't go in, so he tailspins on his own side of the map. Moy Goku's going to have to take a sidebar, get himself back up here as Chazmak have a chance to take the map control. Rama's got to stay alive here. Do not want to be at a disadvantage, not in this position. Chazmak are one round away from taking this game, and that would even things out massively. So they do not want to be one step behind here, not at all. Garo just going to keep holding the super as well and just time it perfectly. Rama goes low. Okay, the last round just in time. And here's the big hit coming in on that, but it's still going to be removed. The gas now is going to begin to encroach. Caro. He's pinched on there. Now he finds the kill, but it's going to be traded back. Rama in the gas, he can't get out. Poppin has to be used as Garo is a last resort, but it's not going to be enough. And Zeta Division 1 start on the strong foot. Yeah. This is where that experience really comes in Zeta to play, keeping победила. that cool composure when much needed, because I've got to say, that was not nearly, I feel, as one-sided as many at home were thinking coming in. Chazmak really stood their ground, and I think they stood it well. Again, they've taken great opportunities to punish that aggression from Shitampo. We kind of know that's the go signal. As soon as there's a magic hand, сколько раз убили that уже. gets connected, Shitampo Вау, puts вот the это ball вообще up there. класс. See it work perfectly. He doesn't even have to go aggressive with that flying hook. Good energy here from Zeta Division 1, but I love the fight from Chazmak so far. This may Этот not be момент. nearly as Икару на последний удар. as we had anticipated. Yeah, I would love to see a set be clawed back along the way here from Chazmak, because ultimately it's a Вот тут very Карл difficult thing сдох, to это stand жалко. around against a team like Zeta Division 1. You know, this is the first time that this team has been in the World Finals side of Chazmak, so to really make the most of this opportunity, they are doing that. I think they're performing really, really well. The pride of Poland giving a good Нормально account of таки. themselves here in Хорошая this катка. first match so Зета-1 far. выиграл. But Zeta Division 1 always a threat, always looking quite scary. Knockout there, again, ends up being very, very close. Talked a lot about Singus, more so in Так, пока он там разговаривает, мы найдем какой-нибудь хороший Винни Гейминг. Можно попробовать. Ten mecz, to jest bardzo dobrze. To nie jest tak, że Zeta tutaj w tych meczach pokazała nie wiadomo co. Byli spokojnie na tym poziomie. Tutaj minimalne szczegóły decydowały o tym, że to akurat oni zwyciężyli. Jeszcze jest też bardzo ważna rzecz, o której trzeba powiedzieć. Być może to nie jest ta idealna mapa, na której nasza ekipa rozwinie skrzydła i pokaże, jak dobrze grają, więc na razie jeszcze spokojnie. 프로 선수들이 어마어마한 경기를 보여주고 있고요. 여러분들 승부 예측 결과는 일단은 저도 제타를 찍었고요. 네. 하지만 이거 질 수도 있겠다는 생각이 듭니다. 네. 확실히 보니까 만만치 않더라고요. 네, 그래도 노가웃 경기. 91% 보여줄 거라고 저는 믿고 있습니다. 맞습니다. 일단은 첫 경기를 제타 디비전 기분 좋게 따왔는데 야, CMG 선수 조합도 굉장히 잘 맞춰오는 모습이었고 맞습니다. 팀 호흡적인 측면에서도 칼이 잘못 들어오니까 순식 Polonya takım olacaktı. Keşmek takımı olacaktı. Ve şunu da belirtmek istiyorum. Site tempo temel taş gibi görüyorum. Fark ettiyseniz Real, il est exceptionnel. La vue 3D de Hard Rock Mine. Quel brawler est-ce que vous avez envie de voir dans le chat? Dites-nous quel brawler vous avez envie de voir. Et dans la salle, quel brawler vous avez envie de voir, les Français? Тут уже выбирает, блин, писец. Мне ничего не остается, кроме как опять выбирать первое.
aggression is going to take form. So I like the stew ban for Chazmak there, but it does still leave the door wide open there for Rico to come in. It's normally an early pick, but not necessarily. That mid as well going to be an important decision. Who is going to be the gem carrier? Otis. Тут еще один. And they were banning it out in the previous set. So again, a very, very strong one. But this is where Zeta can really сколько раундов они будут? With that idea, I feel like 8-bit here works very, very well in the mid, or something like a bell can get a lot of value also. Yeah, look, I love the Otis pick. He's a monster in one of those side lanes, and Fat Splatter can also catch you off guard if you think you're safe hiding behind some form of cover, and those deployables also can be removed by that. Both teams banning at the penny. By the way, no one really wants to deal with that. Salty Barrel has really turned her into so much more of a powerhouse. Опять этих. Надо опять этих. Опять газ. А нет, раз этот. It's going to be a tough one to face off against, honestly. And ultimately, you know, having the ability to pop the spooky popper and just have that additional damage from the ghouls on the map is going to be such a great thing for Zeta to have. And you know, shield as well, just going to keep that survivability level high. They do lack the aggression though, and that is the thing, some control. I do feel like Rico would be the pick, but this is Zeta Division 1. They define the meta. It's going to be Carl yet again. They love that mid-range presence, of course. Да, сайт Тампа. Сайт Тампа. Сайт Тампа. Карл он еще жестко. Тащит прям хорошо. Again, his record speaks for itself. Undefeated in sets on that pick, as I mentioned already. He's 7-0 now, so definitely something to look out for here. So how do you round out this composition for Chazmak? What are you looking out for? Yeah, I mean, ultimately, I would like to see that Rico on the side lane. I'm a bit biased because it is one of my favorite brawlers here on Hard Rock Mine, but gem carrier-wise as well, they Max. Aggression, yeah, a little bit, and it can work really well in the mid, which I assume is going to be the approach here for Chazmak. So they're going to be lacking in range and touch if they do go with that idea. But ultimately, I think there's a wise decision to make. Ultimately, against a team like Zeta Division 1, having that aggressive stance is what made them so successful in the World Finals last year. So, you know, ребят, напишите что-нибудь, а то у меня нифига, оказывается, что-то не отображается чатик. Рико! Man now, and again, the sustain that he can get from Bouncy Castle in that side lane as well makes him so frustrating to shift, and he can obviously damage you without exposing himself to your more linear attacks from brawlers. So great pick up here, Chazmak, with some powerful brawlers. I do love that rough span as well from Chazmak, because that's what I'm feeling would have been a great thing to have on the side of Zeta now. You know, having something of a wall breaker here would deflate some of that effectiveness, some of that controlling element that Rico brings on the side of Chazmak. And Gene is going to come in, and I do love that. I mean, it's very, very similar to what we've already seen demonstrated by Zeta. Только Kenji выбрал этого, поменял. Ultimately, А эти полностью поменяли. In the mid here, but this is definitely an underrated mid on Hard Rock Mine. A lot of regions don't tend to use Gene here. What do you think it is? I mean, in North America, they love Piper mid. In EMEA, they love, you know, the sort of 8-bits and Bell mids, but I love the fact that Zeta are going back to roots, and this is something which I've been waiting to see for a very long time on Hard Rock Mine. Oh. Here we go, ladies and gentlemen, Hard Rock Mine. Our second set begins now. Already some salvos being exchanged through the middle part of the map here. Rama taking a little lower. Yeah, Gero's going to be an absolute pain in the neck on that left-hand side. Well, the Vision Gear being run by Kenji as well as the Rico as well on the side of Chazmak, and that's going to help a lot. One single connection on any of those shots is going to keep that visibility. Это за красную команду. Не-не-не, проиграйте. The Sheep and Zeta are all clutched together in that bottom right-hand corner, but now some fight back, and it's the exact opposite. Chazmak now very much on the ropes. Yeah, Kenji able to pick up a couple of those gems here. Chazmak have a lead for the time being. You saw there, you know, the Otis just walked straight over one of those Gust Ghosts and get punished for it in that previous fight. And Shitampo really trying to collapse that side lane here, just move into those bushes. Definite map control here for Zeta Division 1. It's up to Chazmak to find a way to wrest this back. Shitampo low, but there's the magic hand. Kenji at the damage boost, so there it is. Gero taken down. Now we're trying to get aggressive on that right side. It will be picked up. Kenji fancies a bit of argy-bargy himself. I mean, Gero there really didn't quite cut the mustard, did he? I mean, just caught off guard, didn't connect the super, got pulled in with the magic hand. I think he missed the bouncy castle as well there, so definitely a bit of a miss, but still time to be able to redeem himself. The gems are split, by the way. Despite Zeta's dominance and their aggressive playstyle, Chazmak are hanging on. Rama pops that super. He sees Shitampo get a little bit low. О, Карл, прям мощь. Rama alive. But again, that aggression allows Zeta to scale up their battle control. Kenji now at 8 gems.
Rama's getting scrutinized here and has to heal up, but again another missed connection there from Gero on that left-hand side. He does need to start to gain some of this utility and reduce the HP there of Zeta now, who are on countdown. It's not going to be able just yet. They're in a good position to get a reset potential. Goku wants to attract as much attention as he can here. No eyes on Kenji for the time being. It's 10-6 in gems. Нет, Карл, живи! О, нет! My word, Rama playing out of his mind. Beautiful stuff. The phase shifter on point. The super to get away. Давай! Now he comes back up spawn though, and he's got 16 gems. Kenji doesn't have the mechanism to rest them back. Goku having to play in range, but he's the only player left here for Zeta Division 1. The gems fall in enemy territory, and Chasmak got Goku gets the takedown, but it's not going to be enough time. Beautiful stuff from Chasmak getting the steal in the final hour. Я не знаю. Не, у них не евро, у них совершенно другие You gotta have some stones to go in and clutch those gems up like that. Love that play, and we see that sometimes on gem grab, right? When you give too much of that map control up too early, you back yourself into a corner and you lose your horde. Got to remind as well that the fact that 91% of viewers watching on event.brawlstars.com did think that Zeta were going to clutch this very comfortably, but this is not proving to be the case so far. But positioning power so far in the mid is there. Карл, живи! Живи, Карл! Нет, Карл, живи! Видали, склонился. Chitampo is the blunt object here, right? Zeta Division 1 are swinging him at Chasmak every opportunity they have, but he has all the gems right now. Not the ideal gem carrier is someone who wants to be the aggressor, so he'll stay low. Карл вообще при маленьких жизнях живет, пиздец, он живет. Unreal, walking the knife edge of Zeta Division 1. Карл, не пытай судьбу. Great stuff, as now Chasmak can, you can see their confidence, they're starting to get their flow, and Chasmak are just keeping Zeta back, and that's exactly where they've got to keep them. In making sure their gems are dropped on their side of the map, though, Zeta Division 1 have given up a lot of that map control. Chitampo's the one that should help them retake it, but he's carrying 3 gems right now. Magic Hands there with a face shifter for Rama, he gets a bit of shielding, 6 gems, and he's backing away. Chasmak are able to match this level of aggression. Chitampo's lying in wait. He's lurking, he's going to go in, Rama with the face shift, not enough to do it, and the gem strong picked up, and Chitampo flying hooks away, and gets the steal this time, it's return to sender. Love to see that the protective pirouette means he can be far more aggressive. Давай, живи, Карл. Нет, Карл. Карл, ты там не помог ему. Still a lead for Zeta Division 1, but again they need that map control back. Here's the magic hand. Oh, one gem's going to go over, but they've got to get another one to get on countdown. It's 7 there. Rama's holding forth, but for how long? Great shield there from Goku, and the result from the back muted out as well. It's still time, and Chasmak have got to go on the aggressive. Отступайте аккуратно. Not the ideal gem carrier here, but he's going to lie in wait in these bushes. Try and get back to his side of the map. Protect the pirouette again, going to make him a bit more durable. Rama's trying to get into the jar though, and he's taken down. Chitampo is out of control. Now we're trying to salvage a situation. Нифига богатство. Богатство. There's a bit of time to spend there for the respawn, but Живите, давайте. as well. Rama has no super, has no utility, has no speed, and Chitampo should be home safe and sound with a bit of body blocking there from Goku for safe measure. Now he's the last chance, he goes down. Yeah. A great response from Zeta. Yeah. These teams are leaving it all out there, straight out of the gates, ladies and gentlemen. A unconventional approach, I think, in that round for Zeta Division 1. They find that Chitampo's carrying most of the gems, but he's the one they want to use to try and get that map control. I love that ninja play, sat in the bush. He had everything he needed to completely derail Chasmak. Okay, well, Chitampo's in a very tough spot here. 3 versus 1 and does go down. That's going to allow Gero to come from the right-hand side and keep that pressure on. I love the angle between himself and Rama, just keeping that pressure onto Kenji, who can't really do much until he heals back up now. Couple early gems here for Zeta Division 1 so they can lean into this a little bit more. Gero needs to be dug out of this right-hand side, and Kenji, he obliges. Yeah, again, another missed super, and that's going to be costly as Goku gets the takedown of Naui. Rama then on the left, and he's got to try to weave his way around to the place of this pressure for Kenji with the ball, and Gero goes down yet again. And again, Chitampo carrying the gems. So I'm curious to see how this is going to change the approach now for Zeta Division 1.
Kenji gets a little bit caught out there, not much he can do. Now he does have super available, so they're probably going to try and 2v1 this Otis. The mute connects, but now he's not in a great position. Moya Goku trying to stave off the rest of Chasmak. And it pays off. There's going to be a trade here. Shitampo looking for Rama. Gonna admire the awareness there. Shitampo just knows the flying hook here and wants to deflate that pressure, that push, and as quickly as that, they're back into the mid. And you know, the gems at the moment are in favor of Chasmak, but I feel the confidence is growing for Zeta. No doubt about it. Now we're really trying to posture aggressively here on the left. Gero just wants to hold Zeta Division 1 back if possible. The map control belongs to them. It's a very close game in those gems, and Rama's going to be very slippery. It's going to take a lot for Shitampo to be able to close the gap and wrest them out of his hands. Now we're living dangerously. Kenji has a magic hand up, and you can see Zeta Division 1 are looking to make use of it soon. There it is. Mute comes out, but there's no follow-up. They got that control. Now they've evened out the gems. Rama though has speed. He's going to use it now. Now they're coming in. A couple of shots here and there, but not too much value, to be completely honest. And the pull connects from Kenji, and Zeta show us how it's done. 1 gem away from countdown, but what can Gero do on this bottom right-hand side to stop this countdown? Not a whole lot, right? He's not in a great position to actually bounce these shots, so really his range is limited. Shitampo though, he has to get away. Flying hook used, but most Нет, красные выигрывают. Я чё? Ради очков это делаю просто. По приколу. They're able to find the one vulnerability on the side of Zeta, and it's 9 seconds left. Rama is the one that needs to get Shitampo going in, gets the takedown of Gero. Shield will only be able to do much. The shield is there, but he's got 6 gems. He's so low in terms of HP. Now we got pulled in there, but it's not going to be enough. Не может быть. Done it. What a way Красные to выиграли. even the series. Да, Turns нет. out their bark Не and верю. bite just Не as верю. nasty as one another. Они выиграли. And you can see their jaws on the floor, literally in the arena. And this is what I wanted to see. It felt like Chasmak deserved that set. It felt like they could have deserved the set in the first set, to be completely honest. And now we're all level. And I think that is not where people expected to see this one going. Yeah, pretty awkward though. Like, I want to kind of talk to you about this kind of Так, снова. gem carrying that we saw a lot of the time from Zeta Division 1. Often by necessity, you know, Shitampo has to go in and pick up what's dropped, Да, but they put them in some awkward situations where it was not one but 2 players that were at great Я risk. в прошлый раз успел, а этот раз не успел. Yeah, this was the vulnerability which, you know, Chasmak really exploited. And, I've got to say, when Gero missed a lot of those supers, I was a bit повтор, да? hesitant to Реплей, see да. how it was going to fare, but he hit them when it mattered most. And, you know, I've got to say as well, Rama was playing phenomenal. I mean, both of those countdowns were a result of the way that he was able to get the snatch out of the spawn and, you know, get running back into О, their Кар прямо spawn. сбежал красиво. Zeta Division had no sort of egg on their face. Yeah, not where they wanted to be there. Nice use of super there for Rama to be able to dive on in, find that elimination here. 2-1. And yeah, I mean, no surprise to see Shitampo credited with many of these eliminations, but up front and center in the enemy's face, not where you want to be when you have 9 gems. Exactly. You know, ultimately, the objective is where you've Да, got to play. Сайтампо, сам крутой. Statistic which goes to show the aggressiveness Здесь of Zeta Division 1. But наяву. Chasmak were just able to, you know, get those clutch steals. Now this is going to be interesting. I've been watching Zeta Division 1 in scrims on Dueling Beetles, and they have been so fierce. I hope Chasmak have been scrutinizing it as much as I have. Poco in the mid here, they are going to be a difficulty to check, and it's not banned. Yeah, Sort of distinctive Scarlet. map here, Oh. but this is actually Chasmak's best game type. 86% win rate here on Hot Zone, so far and above their home ground. Let's see how they make use of that advantage, if it exists. The first pick coming in, Zeta with the bands there, Stu, B, and it's going to be Gus coming in. I'm not surprised to see it, but they're not going to show the Poco just yet. Ruffs would be a nice one for them as well. They've had that a lot on this map in scrims. Squeak as well. Bas, Penny in the Crow Ash. band out by the side of Chasmak. Bell is a good first pick, by the way. It's a kind of safety net. It doesn't kind of give away too Запрет. much too soon, and it is a very versatile brawler, especially with the reload gear now. It's really coming in so На prominently Скарлет into у этого Gus. запрет, а Now у этого на базы на Zeta want to это get their запрет. hands on that brawler. Gus and Otis picked up for them there. Понимаю. Moya Goku's been on Gus so far, had some fantastic use of the gadget Cookie Popper, right? As soon as that ghost gets generated on hit with one of his opponents, he pops it up pretty much straight away. Haven't seen Buster yet today.
You know, I'm thinking that this could be the time to do so. It's going to be a little bit of a later pick ultimately, because if there's too much wall breaking potential on the map, then that could be something that could then, a troubling thing. Rough spike, Chazmak. It's like they're reading Zeta quite well here. Like picking that brawler now, I think is a wise choice. Ultimately, one that would have really nicely wrapped up the draft on the side of Zeta Division 1. So the sandbags, especially, of course, going to be staying power, right? Exactly. Yeah, having some of that in the mix, you know, it can just provide that time that you need on the zone to really trickle down the timer and make the most of the objective. Open up some of those sight lines for Rama as well with air superiority, right? You do have some wall break potential if you want to go in that direction. And it's a very serviceable side lane brawler, you know, if you want to take them there. Yeah, plus, I mean, a curious one. I mean, you know, that definitely benefits from grouping up, but so does Pam. Love to see that come in here. Yeah, it's a very underrated brawler here. You know, SK can use this a lot in the EMEA region. It's a difficult one to shake. Ultimately, normally left as a third and final pick, but you know, you get that defensive nature of it and the healing qualities off the back of it. And now Zeta are kind of feeling probably themselves, we need some healing here. You know, ultimately, it's going to be very tough for them to be able to push when there's so much potential for Pam to dominate. It's all about that staying power right now. That's not healing up. What is this? Again, the Carl going to be picked up. Это Карла, они поменялись местами. Stable diet so far for Zeta, but I mean, it did drop off the meta a little bit in other regions. But again, you know, this is one of those things that I love about the World Finals, because all the other teams are watching to see what everyone else is doing, and you know, maybe now people are starting to realize, have they missed a trick with Carl? Have they forgotten about the aggressive nature of it and what it can do? And hopefully for Zeta, they're able to use that flying hook really, really well, like they have been, and go in and get that aggressive start. Chitampa wants to start to get some of that first little capture progress down. All right, Rama, trying to give Chitampa the hot foot here with that gadget activation. Chitampa, though, pretty well unperturbed. Goku really wants to close the gap on Naui as much as possible. Needs to look out for Scrap Sucker, but another gadget activation from Rama. But he goes the way of the weary first. Good start for Zeta, and the back smash is up there by Goku, quite obviously so, and he's going to place it down on the left-hand side. Chitampa going in and going to get that takedown onto Rama. That's going to delay the onset of these spawns, and already 40% of time on the zone. And Chazmak have really got to start to get into this, and that is a good way to start. And you do knock out a little bit of some of that protective architecture as the red side here, but Rama more than happy to get aggressive and keep Zeta Division 1 moving. 49-9 already though, so Zeta off to an absolute red hot start. Rama's so low there, and the Scrap Sucker doesn't quite connect for Naui, so that's going to allow then Zeta to push forward just a little bit. Now finally, Давай. Захватывай территорию. Gets Gary taken down, and what a play from him. Rama quickly to follow. It's been Naui in a 3 versus 1. That is not going to help, but he's doing his best. Yeah, look, Zeta are quite low here, so a bit of uncertainty about who's going to trade time on the point here. Naui decent range, of course. Scrap Sucker extremely punishing, and Gero has returned now. Nestek thrown down here just in case the aggression comes, but Chitampu's able to go around it, and the positive feedback's not enough to keep Gero up. Yeah, a great time to do it. He knows exactly where it is. He doesn't want to forget later on in the map. Now he then goes down, leaving Rama completely exposed as well. 60% now for Zeta, and pushing forwards with the shield pop there from Kenji. Gero is going to struggle because he does get the mark landed, but now he goes down himself, and this is going to be a tough spot. Zeta are still holding on. None of that cover left now for Chazmak to try and hold their ground. It's going to be a healing station. Whoa. Will not be denied. That's 2 eliminations there for the superstar, and Chazmak are getting run out of town. Goku's spinning, and I think rightly so, because Chitampa was absolutely dominant. And I feel like maybe it's the time to start batting that particular brawler against this very team. Hands on hips there for Chitampa. He says, can't believe we're in this situation. We're gonna focus up a little bit here after dropping that second set. That looked pretty dominant. So no take cover, no sandbags for the roughs here. It's actually that air support. He just really trying to make it hard to stand in one place as Zeta up on that point. Немножко, конечно, не пойму, где он. Это моя рок, это тайм том. Да, это он самый. Тайм мэп там, типа. Берите в игре. Goku low, and Kenji is going to be pushing now for the rise, and now he's got to take care of it. He's so durable though, but eventually damage comes in from too many different angles. Понимаю. Rama now with the supply drop. Chitampa wants to get in. They've been focusing Rama down so hard. Every time he appears, Chitampa was beeline for that rust.
It's a great pairing, isn't it, between Kenji and Shitambo? You know, getting that shield in, and that's just in the right timings for Shitambo to really get the maximum value. But now, we're already out of position there. Rama's muted out as well. The Cookie Bomber as well coming into play will keep him low, but that healing station from the palm. Я Тару скин получил. То есть фу, смайлик Тары вот этот получил. Again, so much available. I mean, if there's a protected pirouette in the mix, he just cannot be taken down. Another 2 kill for Shitampo. Absolutely filthy. Disgusting stuff, it really is, and he's just on an absolute tear right now. Chasmak don't know what to do with him, so they're just kind of leaving him. Great pickup though from Rubber, great observation. Able to notice that it was the perfect time for that kill takedown, and they've got now the high ground, starting to get ahead. They are in the lead with 1 minute 30 seconds remaining. Good turret, good healing station placement here. Rather Shitampo doesn't care, it's another Gus Super, and it's another dive on him with the tailspin. Absolutely dirty. Hero can't even stand up, but now Zeta Division 1 can make up. If Shitambo gets super, it's a guaranteed kill, if not 3 back-to-back, isn't it really? It's just applying so much pressure. There's a great mute there from Goku. Keeps there, the low, now he's so low, and the pickup is now 3 versus 1. It's just Zeta Division clearing house. Strong lead now for Zeta Division. Goku has another mute available. Shitampo more than happy to trade. Blows here to try and build the super. He gets the gut shield. He can't go in and follow it up, but it doesn't matter. Zeta had built enough of a lead. What a dominant showing on Hot Zone. Yeah. My word. Синие выиграли. They just look so much better today. They just that map and mode, just for them, it's just like icing on the cake. They welcome it, they really do. Chasmak had a much better game though. We got to hand it to them. They did learn from some of their mistakes, and that is what it takes to beat a team like Zeta Division 1. They've got to hold on to that as well now, because ultimately, you know, they've got to harness it. They've got to remember that they're not invincible. They've already gained a set, but it's not over yet. There's a chance that teams Я не могу найти. have to start banning the О! car. Protected pirouette obviously reduces damage taken by 30%. Ё, значок. And then the Gus super shield on him makes him, it's like Frank. Yeah, Frank running in there, spinning, just laying about himself there. That is absolutely scary to deal with. And you know, Shitampo wasn't afraid to run straight at Pam. She was on a healing field. She had Mama Squeeze. Didn't matter. Just run in there and find that elimination. He cannot be stopped when he has that supportive utility behind him. And what a dominant way to say, hey, we're Zeta Division 1. We're not playing around anymore. Yeah, Zeta were throwing everything at that, including the kitchen sink. I mean, you know, there was so much potential in Chasmak's squad to really kind of counter some of those ideas. It didn't matter. You know, that is really quite a scary prospect, because now, being at this stage in terms of sets, Chasmak are probably wondering, what do we have to do? You know, I think for me, the time is now to start banning Carl. They're really kind of giving in to Zeta and what they want. They played it in every single set so far. Okay, they gained a set themselves, that's right, but it was a lot to do with the fact that they timed those kind of gem snatches when it was the right time. There's some to do awkward so. moments with, you know, whoever was carrying the gems in some of those maps. In fact, that it wasn't Shitampo that got picked up to actually give them the win. They went straight after Kenji, I think, on the Gene there. So Carl obviously still looms as a serious threat here. And we see like the aggression behind it, right? A lot of confidence here for Zeta Division 1. They want to come forward. You kind of mentioned you were glad to see Rama get more aggressive at the start of that last round on the Ruffs. But again, what does Ruffs do when that Пока Зета выигрывает 2-1. Делает Матушек спишет. Coming out now then into Heist, and this is going to be such an interesting affair, because ultimately the decision between the sharpshooters and the tanks and Bell is that again safe. Он тут опять это уже Скарлетт выбирает, Рама. Saw bridge too far, but maybe you hot potato. Yeah, and I think it is bridge too far. Potato was obviously the graphic that's being shown there, but that's fun. Let's talk bans here, okay? A lot of these longer range ballers getting taken out of the mix. Piper, Lola being removed, 8-bit also not a factor now, as well as he can really safely scale those side lanes. Use cheat cartridge to return to that damage amplification field. And Colette obviously is just a menace here. I mean, time to collect allows her to get that free safe damage really unpunishable. Well, you've got to just got to. Deja vu, isn't it, really? Well, again, it's going to have a great deal of utility to get across the lanes with the flying hook, and that's the thing here, why it's going to be a great brawler to have as that first pick here. Zeta. Kenji решил Кару поиграть, а это Рама решил поиграть. Really bring that brawler into a great place. Ultimately, you know, you can gain so much damage potential. Lola can scout those bushes as well. Piper, obviously, you know, with such range, a great thing to eradicate. Those later picks, I think B would be a good shout here, simply in the eventuality of a Daryl. You know, coming in is not a bad shout as well. Здесь 2-0, да.
Здесь 1-2, здесь 2-1. То еще 2-1, значит, пока что, да? 54-й. Rush the safe once they find that they have that sort of brawler advantage. Bonnie obviously great in her modality. She's got pretty decent range, and when she wants to get her hands dirty, she can do that pretty comfortably as well. Chazmak so far with a relatively safe-looking draft. I want to see if they look to sort of augment Bell's sort of ability to hold the enemy at range. Or something up in your face. Дэрил. I really do, but they've got to consider the potential of the counter now. It's a pretty early tank pick. Yes, exactly that, and Zeta have got that final Сайт pick. темпо выбрал вообще кого-то. Кто это, я не знаю. I mean, that's just kind of my opinion, but you can get some really great value from Honey Molasses in that mid. It can actually, kind of seep in and then cause a real problem, and it is going to be that. I do love this from Chazmak. It's a great decision. All right, so pretty safe brawlers here for that long range, and then there's always the option for Daryl to get in there and get the job done. So here's the question for Zeta Division 1. Are you thinking much about trying to counter this Daryl? Is that a concern for you? It's got to be a little bit, but Zeta are so aggressive, they might decide just to go aggressive themselves. I mean, Gale wouldn't be the worst of ideas here. It is a great brawler to have against Daryl in the majority of heist maps, but ultimately they might want to go with something else themselves to be able to give themselves the edge. Gus, Otis to stay on that Daryl, mute him out, just be at that position where you hold back the push. But I do like this from Chazmak. I've got to say, if they can make this work, it could go a long way. Yeah, I mean, denying the ability for Daryl to get out of jail as well, especially if he's getting pressured down with that super. A pretty good answer. Again, there's a real theme to these Zeta Division 1 compositions, but this time around I wonder if we see the Carl played a little bit differently, because in terms of that supportive, utility, not there, there's no Gus here. Kenji flying, hooking straight into that high ground. I do like that. Rama so low already, but the damage gear might help out there. And the juggling of the tasks there between Rama and Garu as well is why I just think the Carl pick is really quite a good one. Look at this doubling down the right-hand side there because they can't get to Kenji. Shitampo then choosing to come over himself, and I love this start. The Honey Molasses is a problem in the middle lane, so I like the Zeta Division 1, they adapt, they try and collapse on this right side, but this might work against them. Now he's encroaching. Kenji is able to get back a little bit there and put some pressure down, but Rama will approach as well. Forces Kenji Я так жму. He's got over 50% damage on the save so far. He's been unreal in this match. The damage coming in, great connection there from Nawi on the gadget side. It will bring things down to a little bit more of an even scoreline, but they've got a lot of work to do. They've got to gain that control that they've been lacking so far in this game. It's not going to be a base race against a team like Zeta. You've got to clear up those lanes, and you've got to clear up the... Как думаете, может без звука посидеть? Так понятно, что происходит. Мы почти сломали. Difficulty is as well is that Gary's got to start to get that amplified shot, connect to the safe, and keep juggling that between player and safe. Ultimately, the B shots are not too effective. Oh, beautiful placement there on the net stack as Kenji is caught off guard. Yeah, Rama even marks Kenji just to make sure that damage is going to stick. Shitampo out of cannon right now. No Clyde to the Bonnie. And I'll be back up in no time. Сражение вообще классное. Карл. Oh, you've got to respect that. Otis sneaking his way into your side of the map. Zeta now one game away, and this is where the pressure is on for Chazmak. Will their journey come to an end, or will they prevail through? They've got to hit the mark now. No more second chances for them. And again, they can't be leaving team players from Zeta on that space. They can't allow the damage to rain in for free. Playing through the middle part of the map here as Gero and Shitampo trade. Oh, I like that. A bit of extra damage, and now he's seen better. Карл рулит. Это сейчас не тот Карл, да? Это G. А, наш этот умер. А не, он Сайтама. Он за пушку какую-то играет. А я ее пробовал, испытывал. Крутая. Давай, 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 живи. Нифига, он уворачивается. Что он творит? Серьезно.
He's actually just whistling Rama down there, which is really great for him, but now he's lurking. They're ready and waiting for that roll to come in, and they're not pushing forward too far too soon. Here's the double roll coming in. Newt does connect. Now he's low, and it's going to be picked up. Note here that Chasmic have a slim lead, 2% on safe health. Zeta Division 1 want to try and find a way to approach, but Rama staves Moya Goku off again. Yeah, this is much better, honestly, from Chasmic. Давай. Through the problems with Tampo. Here's that problem right now. Kenji picking up the slack as now he has got to finalize this lane. Kenji out in the open there, no chance to get back to his side of the map. It is a slim lead for Zeta Division 1, but a lead all the same. Давай. Getting the better of this lane assignment. Moya Goku really would prefer to deal with Naui. He needs to not get too close to that safe. The damage is bouncing, and now he goes in, pushing on the right hand side. He finds two. I love this so far. They're just keeping Moya Goku low, but not allowing him to respawn, but just keeping him out of the game. Tampo jumps in, clears up Rama. Geru's very low here, but he gets a very important kill at 21 seconds on the clock. That's a huge line. Kenji doesn't really have the range. He's going to have to put himself in danger if he wants to affect that safe. But Gero's really feeling the brunt of that damage Ну так скажи, что там. Я не играю, у меня сейчас эфир, я с Владом для этого переписываюсь. Тут чемпионат идет. Ух ты ж, нифига. А что там скажи? Some lane swaps there, trying to get sort of slightly better matchups. And you see, as soon as Daryl doesn't have to go up against the Otis, he's able to find these single, these double eliminations there and start to close the gap. Great stuff, honestly. It's so close. Imagine if we go to the 5th and final set on this one. I would love for nothing more to kick us off, but kicking us off in terms of damage so far, Moya Goku in that mid, and that was the very man that in that first round, he was the one that got it down to 50% early on. Chasmic cannot afford at this stage to get back into those bad habits. Nice work by Rama, helping Naui out there as against Zeta Division 1. Try and double team the Daryl. It doesn't work out this time, but they respect Moya Goku coming back off respawn. What's happening on the other side of the map? Tampa with the range, pressuring down the safe. Marked up as well though, and that will be a concern for him. Now healing up a little bit. Oh, beautiful! Amplified shot. Great stuff there from Geru. And Kenji just popping all of the Nestex. Great value there despite going down. Yeah, love that idea. Obviously, only a limited number of those that Bell can bring into a round. Maybe only one left here for Rama. А сколько там букв? Getting cleaned up in a big way now. Студия. Zeta still have that lead. They're able to recruit early thanks to Tampo with the solo pressure. Kenji has that damage here now. Heal forward. Not good decision because now he's now rolling in. Chooses better Robin, trying to bait his way forward. He's in a difficult spot here. But then again, the damage is still going to keep Zeta Division 1 in this lead, and the pressure surely mounting. Chasmic maybe just gave them a little bit too much too soon. The little Акция. from now, it wasn't quite close enough to get the most value out of his shots there, and he ends up falling before he gets to the safe. Акция. Collapse onto the right side lane, and we might be in all-in Да. territory now, Ark. Disaster for Chasmic. They've got to deal with this, and now he's the only one who can so far. They need to make a decision quick as the damage continues to rain. Ровня стану. Сколько букв? But they don't deal with this problem. It's all over. Now he's trying to stay alive, trying to keep the pride of Poland alive in the World Finals. But it's such a tough hill to climb now. Now we see what the mute is going to be forced back. Падишах. Да. Да, Виктор. Да. 5 бокс. 5 бокс, форма для заливки. Опока. 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 Да что ж такое? Я вообще не знаю, до чего. А там в ответах нету? Да нет его ответа. Раз, два, три, четыре, пять. Щелочной металл. Литий. Нет. А сколько ты сказал, тогда на начало? Щелочной металл, 5 букв, литий. Нет. Опока. Вот опока ты сказал, сколько для заливки. И вот К и... К и последнее К.
Летий, цезий, калий. Да, калий, наверное. Есть рама, ага, запомнил. Все, я ничего больше не отвечаю. Very respectable showing here from Chasma Gaming EU, but sadly, their run ends here. 3-1, нифига. Yeah. I don't feel like people expected that much from them in all honesty, just based upon the fact that they were the number 6 seed. But they look today like a number 2 and the number 1 seed in Saints Division 1. You know, you don't see matches like that normally when the seeds are so far apart. I think they did tremendously well. Пока они там разговаривают. Just kept the pressure on. You know, they forced the decision making from Chasma. They just kept going and doubling down those lanes. You know, Chasma just felt a little bit unnerved by that. They couldn't really determine what they were going to do and how. So how was your prediction? Did you go well? I think we were correct on ours. You can head over to event on brawlstars.com. 25 очков, еще 25 гемов потом. И сам скин. Это будет прикольно. A lot of candidates, in my opinion, on the Zeta Division 1 side. 3 of them, in fact, as we saw fantastic play across that entire team. The Carl, I think, was a recurring theme in those first couple of maps, right? I think that might be a big storyline already emerging here on day 1. Yeah, like I said, you know, teams and players are watching with eagle eyes as to what everyone across the regions are doing. And that is a brawler which we have not seen massive play rates for, in all honesty, recently. And now Zeta's showing us that it is still very much in the forefront of their meta. Here is your bracket again with our first match finalized. Zeta Division 1 advanced to the quarterfinals. They will await the winner of EMEA number 2 Reply Totem and NA and LATAM North number 2 Vatra Gaming. Another incredible matchup on hand for us here. Two teams that are really very stylistically similar. Что гейм-мод дит Vatra Gaming? Very similar, very mirrored. You know, both of these two teams took a little bit of time to get into their flow. And that was noticeable when they got into their flow. You know, it happened towards the later stages, which brings us to the World Finals. So coming in, they really are both at that stage in their careers where everything seems to be going Hot zone, блин, я ж не знал. Reply Totem already have that advantage. So a lot of people siding with Reply Totem, but I do feel like Vatra are a team that many are underestimating, and I feel like they really shouldn't. They are doing so well. Based on what we've seen from them in their home region, they're not underdogs. Ну, я There's откуда probably no знал. matchup really outside of going up against Zeta Division where you could maybe consider them to be underdogs. They will be taking on Zeta Division 1. Я даже не знал. But Reply Totem, really exciting team, of course. Queso Cup winners, they beat SK Gaming. They're showing that, you know, they had a fantastic second half of the year after that MSI. Yeah, 2 grand final appearances and 2 grand final wins. You know, straight away, 245 очков. more often than not, they tend to win it. And ultimately, really doubling down on double points. They saw the opportunity, they seized it. This is a team with a very experimental play style, so the draft mixed things up for them a little bit here. Can't wait to see what they get ready for us as we head down to the stage and bring them on out. Et allez, le deuxième match du jour qui va commencer après un gros premier match. On va dans d'autres régions, on prend d'autres teams. Et la première team à introduire dans un monde où les finales, chaque mois, toujours changent de champion. C'est la seule équipe qui a été championne 2 mois de suite avec le championnat de juillet et d'août. Un tonnerre d'applaudissements pour Reply Totem! One of the most feared teams in the EMEA region, and for good reason. Joker, Maru, and Maori, with their coach Inso, are a force to be reckoned with. Reply Totem finished in the top 4 of the 2021 World Finals, looking to be the sole survivor this year. The only team in the EMEA region to win back-to-back grand finals and Сейчас снова будет entirely undefeated что-то throughout 2 такое, whole писец. seasons in the Snapdragon Pro Series. They've already lifted 1 trophy this year. Will they be lifting the grandest prize of all before the year is out? Your July and August EMEA champions, this team. And the name you said first is the one I want to talk about. Joker is the real deal. Held by many EMEA players and insiders as the best player in that region. He is a big deal, but these guys have quite the challenge ahead of them before we get there. Let's bring them out. Et leur adversaire du jour, c'est l'équipe qui représente le Mexique. Ça te donne le C'est difficile de pas être fan. On les aime beaucoup, beaucoup.
Богу, богу. Я. Man start of the year as slow burners, but that blaze grew with the competition to what is now nothing short of a fiery inferno. Ватра. One of the most charismatic teams in the entire BSC. Ватра Гейминг. Hot Zone. A spirit that cannot be broken. The grand Да, final Hot win in Zone. September, very almost yet again in October. Vatra Gaming truly are at the very top of their game. I think it's safe to say this team was the most successful NA and LATAM North team in the second half of the season. This organization makes their entry into the Brawl Stars Championship as sister team Vatra Amaterasu. А откуда мне знать? Eventually, one of those teams moves on, but they really double down on that Amaterasu roster, and this team Писец они там has been задают. incredible. Peter Jack, the coach of this team, said, we think Totem actually have a really similar Hot style. Zone. Very aggressive, really in your face. And Inso actually Ну, agrees with блин, that вот coach еще from третьего Plato. брал. In fact, Inso said, you know, out of all the teams we had to go up against, I'd really prefer it not be Vatra, just because that's the kind of style we like to Реплитоте. own. And when we have to go up Ватра against a team Гейминг. that's so similar, I mean, anything could happen. Really hard to predict. It's great to hear that, isn't it? Because it really does send a lot of merit to the fact Будем that все вместе болеть за семью. and today they're going to have to find the areas where they are not and expose them and really knuckle down for this one. Ultimately, I've loved to watch both of the two teams' journeys throughout this year. This is such a great example of growth, and that is something that, coming into the World Finals is such a great thing to have. But in that same respect, Reply Totem's final few months, they weren't their greatest, honestly. You know, they're kind of performance questionable somewhat. Yeah, a little bit. You know, losing to SK, you know, in the Чате напишите что-нибудь хотя бы. Если кто-нибудь слышит вообще. Again, we saw an experimental draft from this Draft. team. So when Chasman benefited from the change to the Draft. draft system, Reply Totem actually believed Draft that they system. did benefit from it. In fact, they had to adapt because they were a team that liked to Ватра Гейминг против Реплитотем. Реплитотем, ну крутой. 89% с тобой. Вперед. Стремимся в бой. Планшети. Was a big difference maker for this team because not only is he incredibly mechanically gifted player, Планчато. Ватра тикю, тикю. he and Inso sort of worked that by committee and it gave Reply Нам Totem Буда, another level мы of depth. танцуем And we Буда. saw that I think after MSI in the later Я part of the year. I рядом. think this team is really good, but yeah, falling out in the quarterfinal in your home region against a team like Bax who were struggling to sort of maybe make it in, not a great look. We want to see consistency from Reply Totem, at least those that predicted them anyway. I know you and I are just feeling like Vatra's got something special, something we haven't seen, maybe a bit of an X factor. And can I be honest with you? I think Reply Totem looked a little bit nervous last couple of days. This is something which we get to see, isn't it? It's a great thing to be here for that very reason. We get to see how the teams are. And Reply Totem have been very reserved, very calm. That could go for them, or it could go against them. Vatra have been the exact opposite, again, as one of the more charismatic teams in the BSC. Very big personalities. Pulling pranks. I think, like, you look at Bobby's tweet, I think it was like, one Carlos or one of the players was like knocking on Bobby's door at 7 a.m. to like wake him up, getting in his head. They're having a lot of fun here, and that's bound to translate sort of into their play style. Reply Totem on the other end. So this morning I'm walking through the hotel, right? There's like a kids area. It has some like little TVs, cartoons are on there, whatever. The whole kids area is taken up by Reply Totem in their black hoodies and black sweatpants with their iPads out, and they're just getting ready. And I said, so you know, this is for maybe people a little bit younger. He's like, listen, we couldn't find you know, the right kind of venue to get everyone together, so we ended up here. I said, but little Timmy wants to watch Shrek. No, not having it. They are very, very serious, and they really wanted to make sure their prep was nailed down. That's dedication for you, isn't it? You know, work never stops, and ultimately you've got to, you know, make the most of every opportunity. Yeah, exactly. And there are a lot of screaming kids around here in Disneyland Paris, I can assure you. So definitely not the most calm Значок будет на 600. So Inso, you know, again, sort of relying on some of our conversations with them. This one actually came up in an interview. Shout out to Luke. Меньше разговоров, больше дела. Вперед! Inso says he thinks that the winner, this is getting ahead of himself. He says the winner of
Reply Totem versus one will win Worlds. That's obviously assuming that Reply Totem advanced past this match, which I think is a big leap to take, but he really thinks that that side of the bracket, this first 4 games, has some of the top teams in there. Ark, I'm so ready to get this one on. Yeah, layer cake and bounty is where it's going to go down, but in that same idea, I've got to bring it back around. So October, this was the map that led Bax versus Reply Totem into the 3rd set. So this is definitely going to bring back some memories. It was such a clutch finale, and it brought things enough time back in for Bax to get that comeback. So they've got to shake that one off. And that was a crazy game down to the final seconds where 15 stars changed hands here. Let's talk fans. I think that's smart. You know, Reply Totem banning out Ash is a great way to start because Vatra are going to bring in some tanky ideas. They know that we haven't seen any of Buster today despite being banned, but Vatra feel like it is definitely a worthy one to ban here. I for one agree. Max again, a great aggressive idea that Reply Totem would normally like to implement themselves. Getting that one eradicated, getting Poco eradicated, I do feel... Да, слушайте, его неинтересно еще. Отик. I like the idea of also taking Janna off the table, right? Really safe, really sort of, you know, middle of the road kind of brawler that, again, when you get pressured, you've got a lot of the stars, you can just get out there and get back to sort of safety. It's also the kind of reason why, you know, Piper is valued here as well. In a pinch, popping gets you out of trouble, and that's why he's going to get picked here. Oh, Piper. Speaking of the devil, great stuff. I mean, that is a scary one because Piper in the North America and Latin North region really is a common one to have, and Tick very susceptible to that same idea. So I think that is a great way to start, honestly. Again, no Reply Totem now in a bit of a troublesome position because they can't then break open the map and apply even more, you know, ability for Vatra to have dominance. You want to give them the sight lines, right? Exactly that. I wonder if they might combine the Ruffs with this as well, because ultimately over time in layer cake is where a brawler like Ruffs can get so much value. Otis is where they want to go, and I think that's a good place to start. And you want the option to go all in, you just want a really strong brawler when it comes to fighting over that middle part of the map and maybe try to push for the blue star. Otis is your brawler. We've already seen him be very effective so far, but Carl definitely Carl, они походу решили повторить. Джим, сразу. Carl was Reply Totem's most used brawler this year, and it's normally Joker who plays it. Again, that aggressive nature that he has, very similar to the division. Давайте проверим кое-что. Дарроу. Darrow gets picked up here for Vatra. Again, last pick, that pick 6. Tell us about this pick for Juan Carlos. Well, like we saw previously, you know, in that last matchup with Zeta and Transmatch, the Otis was a great counter. So I like what Vatra have done by picking Otis first, not giving much away, and then seeing what they're up against. This could be the very brawler which is going to keep Reply Totem in that back spawn area. You know, sure, you can feed a lot of value into Maori, so it has what it can, but you can just work your way forward. Alright, ladies and gentlemen, Reply Вот бы там полностью забито все разными. Joker's already snapped himself up the blue star. Ultimately, that's going to give them somewhat of an early advantage for Vatra. Are going to fight back with aggression. They're not going to let it go down to a one-star. Опа, 255. Давай, 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 давай. Застенек, 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 давай, давай, давай. Picked up here for that Otis, so that mute coming up 10% faster. Okay, Vatra Gaming really want to try to close the gap here. They've got RBM. He's the cat amongst the pitches, and in he goes. За красных вообще никто не голосует. That is stunning stuff. Really was beautiful work there to connect that and to bring back that bounty. That was a valuable move there from Maori. Has got to keep landing. Вперед! Cycling the aggression now a bit too low and Joker Rush, rush, rush. furthering the lead then. Reply Totem. Again, we know these teams are both very aggressive, but Vatra just Молодцы. gets a little bit ahead of themselves there. Look, recalling Rotator, fantastic gadget use there, can give you more of that super, let you sort of snowball out of control, but he overextended. Joker wanted a bit of pain there, but he might get it. Нет, Карл. 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 Живи. Да блин, еще раз. Еще одну. Да блин, Карл. Падишах тут правильно мне пачку сказал. That's absolutely right. Joker thought he had the jump on him there, and he gets silenced instantly. Vatra now 25 seconds left in the round. They had the lead, but Arbian's trying to push back a little bit here. О, спас. Карл спас, молодец. Вторая буква И, последняя О, о. Я не знаю, какая буква. Цвет последний.
О, нет, работайте. Ах, упадлы, выиграли. Они выиграли. Как-то возможно. Только начали, уже у них есть одна. Уже сдох. Да. RBM always going to be playing forward on this right-hand side. We need to dodge a lot of this tick damage, but doesn't mind too much. Maru will probably get plenty of supers as a result there. Joker cops a glancing blow from the Piper in mid. Will back away for a time, but Vatra have the lead despite not having the blue star. Here comes the double roll. Going to be responded to by Tailspin. Господи, 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 давай, 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 руби, 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 руби. Давай, 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 давай. Despite RBM being able to cycle, actually, I mean, it's great to get the value actually to do so, but you know they've got to be a bit cautious. They've got to combine that aggression with some calculative ideas a little bit more. But hey, it's still the early game. I think it's not a bad time to start to do that. Juan Carlos starts to encroach again, but Joker gets in there. Bit of a star moment now. The blue star going over to reply totem. Maru's magic pups keeping Maru topped up, and RBM struggling to get closer to some magic hand. Давай. Руби. Твой. Так, поддерживаю, давай. Map really starting to open up now, giving Pain some pretty good sidelines. Something to be aware of. Pain is lurking, and he's timing this well. If they can just get one final swoop, they can secure this. It's going to have to be an all-in Давай. now as we're down to 18 seconds left. О, там загнало его вообще. Hold up in the corner there is Joker trying to soak a little bit. Pain trying to get a little bit closer, no connection there. Папер вообще золотая. Воу. Воу. А, застряли. А. Pushed up against the corner, but reply totem hang on. Great resolve there from reply totem. Just putting the confidence into the composition. You love to see it. Потная картка. Starting to get their pace and time their runs. We saw Joker there just really going in with the flying hook at just the right times. With no time to be able to jump away, and that's what you've got to do. You've got to look for those moments of weakness in your opposition. Scary how Еще очки. Joker is compared to RBM. When that fight actually happens, it's pretty hard to get rid of the Carl, and Carl gets damaged while having that extra durability. RBM struggling there to break down. Давай, 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 давай. Вместе все вместе. Давай, 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 давай. Погнали за синюю команду. Все больше, 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 больше. Вот такое чувство, будто кто-то с кем-то мы вдвоем там. It's all gone wrong. Payne's trying to posture aggressively here, but not a great position to be in now. He is the pigeon amongst the cats, apparently. Gets out there with the super, though, back to safety. Vatra have to regroup. Давай. Руби. А, попал он. Это вообще ничем не лучше. О, Пайпер схватили. А, я замер. Беги. Класс, молодец еще. Еще лайком. Леплю. Юман, тут вообще жесть идет. Juan Carlos is doing his best from the left. Oh, again, Maru. What a time. Tick head that really was. Taking it and Pain. Can't do much about it. Все еще лайком. О, Кару разлетелся тут. О, Кару, Кару. Кару. О. Эти еще на местах практически стоят ровненько. Я не успел так ничего. The scariest part of that though was that the number of stars that were available in that final push. Batra could have gone to steal. It could have been a tie yet again. That blue star surely would have been in their pocket of the back of it. But наибольший урон.
Наибольшее исцеление. Но все-таки красной команды больше урон был. Кто исцелялся Джим. Больше ясно делает это видно. Joker tries to go aggressive, flying hook there, but it's pretty telegraphed, right? An opportunity for Otis just to use that super, shut the Carl down. But I'm going to be honest with you, Carl may as well be a tank. In fights like that, as soon as RBM tries to engage, it's a tailspin, protected pirouette, super hard to bust him up, and I don't blame them for being excited about how this first set has gone. Great energy from Joker, and again, we were saying coming into this match, just how reserved they've been. Столько всего сообщений доходило. That's what we're waiting to see. You know, it's really fantastic stuff. Oh my word, look at that, Maori. 10 takedowns. 218. Джокер. Джуан Карлос. Just couldn't quite find the momentum, the pacing. But Joker with the 5, Maori with the 2, but Fly Totem just really worked so well as a unit in that set. And again, they have to group up with RBM. Like, there needs to be follow-up when RBM goes in. He's really designed to maybe take down a single target up close, but he wants to close the gap. The rest of the Vatra Gaming squad have to be able to follow up there. And you see that Joker comes out with the most damage, which is no shock because he's always in those fights. And he's looking to be the boogeyman of the metagame here at the World Finals. Yeah, I like the way that he's just so self-aware. You know, when you're a Carl player, you've got to time those aggressive ideas. Otherwise, you can be feeding stars into your opposition. The controlling element as well. A lot of the pressure of those situations was down to him to keep that Darryl at bay. It's like a real captain's role, doesn't it? Yeah. At least it's emerged that way so far. We're off to Heist next, ladies and gentlemen. This is Reply Totem's best game type, an 89% win rate in sets. Got me feeling good after snatching away that first set too. Bands are in as well. Colette, B, and Brock for Reply Totem. Ooh, Captain Gaff. For Vatra, and I like that. You know, in safe zone, we see a lot of long-range, slow, kind of aggressive lanes and mids. So having Ruffs to be able to bring in the supply drops in over time. The longer the match goes on, the stronger your team get. So I think that's going to be a great start for them. I think the Buzz ban is a great idea as well because Reply Totem really love to bring in Buzz here in safe zone 8-bit. Давайте попробуем зайти в какой-нибудь стрим. Quad barrel stacks in the middle part of the map are actually pretty important to get rid of because it allows mid laners to assist with the side lane matchups a lot of the time. Посмотрите, может там на русском есть. At least the one on Vatra's side of the map. Okay, our first griff of the day getting picked up here by Murray. And a very underrated brawler, I've got to say, one that is often used in North America and that's the North region as well, because they just seem to have an understanding as to how good it can be. I feel like they might go in with Piper here on the side of Vatra, or Bell even, because combining those rough supply drops with long-range sharpshooting. Сейчас возьмет команда Vatra Gaming, чтобы противостоять пику Reply Totem, хотя у них еще нету третьего бойца, но при этом они могут сейчас выбрать... С Гавс, когда играла предыдущая у нас пара Z Division One и Chessman Gaming, они брали такую связку под горячую зону, под карту Муравьиного бега. При этом, если Белли будет часто попадать, то она сможет спокойно держать на дистанции и бита, и скажите мне, как он называется, этот боец, да, Грифа, да, спасибо большое, и третий пик у нас Лола. Хотя, чтобы законтрить Лоу, нам сейчас нужен со стороны Reply взять, нам нужно любого бойца, который бьет с плэшем, чтобы быстро уничтожать ульту Лолы. Кстати, Карл у нас в бане, значит, мы его не сможем уже взять. Ну смотри, Пенни свободна. Пенни свободна, да, кстати. Пенни, мне кажется, будет очень возможным вариантом. Да, посмотрим, сейчас 9 секундочек у нас осталось до пика. Бонни забирают. Но Бонни, кстати, тоже хороший вариант, потому что Бонни может очень хорошо залететь, опять же, с ульты на сейф, да, и там ему накидать довольно много дамага, если ее не контрить, так вообще чуть ли не полсейфа снести. Да, очень большой дамаг и перезарядка тоже неплохая. Тем временем ждем начала каточки. Я думаю, Гриф будет раскрывать справа, хотя если будет Лола, может и не будет, но скорее Нет, видимо, да, видимо справа. Смотри, Гриф идет на правую сторону, и сейчас как раз, да, кидает он копилочку для того, чтобы раскрыть правый фланг. При этом у нас
ожидаемо от Ватры находится на миду, Лола тоже помогает по правому флангу, но Белль немножечко перегибает, да, уходит слишком в агрессивную игру, и ее моментально забирают. Бонни у нас находится по левому флангу, при этом помогая на миду, собака пытается рикошетами сейчас выгнать Бонни, и у собаки, кстати, гаджет на мешки, как-то не парадоксально, хотя я ожидала увидеть другой. Ну, видимо, потому что против Бонни прикрываться. Сейчас сливается метка у Белль, ну что, опять же, не очень хорошо, то есть Белль, я считаю, уже две ошибки, да, первая, что немножко подставилась поначалу, вторая, что слила метку, не попадает даже по станции, у Белль надо как-то собраться, сейчас немножко она подтягивает команду свою на вылет, я бы так сказала, тем временем очень хорошо уже отыгрывает бит, поставил станцию, накидывает как по флангам, так и пытается держать Белль, и пока преимущество по контролю, я считаю, команда реплей тотем, не выпускают с базы они команду Ватры, при этом не особо накидывают на сейф, всего лишь 3% просела по сейфу, но была очень хорошая ситуация, хотя сейчас она уже становится немного хуже, потому что проседает у нас защита как по флангу, так и по миду. Не забываем прожать значок, чтобы получить дополнительно 10 очков, как мы это делаем в каждом раунде. Собака снова кидает баф, чтобы забафать Белль, и Белль сможет наносить еще больше дамага, кидает метку по Бонни и расставляет капканы так, чтобы это было максимально неприятно для команды Replay Totem. Да, вот Бонни уже отхватила себе один капкан, но сейчас, смотри, Бонни играет очень сейвово, она хиливается, не подставляется под урон и при этом позицию не теряет. Если сейчас Бонни прыгнет, у нее Лола уже накопила себе на клона, и тем самым будет лучше дамажить, что составится неплохую проблему Грифу. Ему сейчас нужно как можно дольше держаться, чтобы подошла Бонни, но Гавс не дает ему такую возможность и раскрывает укрытие. Нам не показали, что происходило в это время внизу, но по проценту мы видим, что Белль, видимо, хорошо там надамажила по сейфу. 33/34 у нас, остается 13 секунд, и все решается уже вот буквально через несколько секундочек. Какая команда сейчас сможет продавить, та команда и больше нанесет урона. 33/34, пробегает у нас бит, наносит урон, и это ничья. 33/33, вау. Пожалуй, самые редкие моменты в чемпионате бравл старс, когда происходит ничья, и это очень интересно. Это показывает большое равенство киллов у каждой команды. Да, очень такая, конечно, неожиданная ситуация с ничьей, но убиту можно отдельный памятник поставить, просто вытащил свою команду. И у нас начинается вторая встреча, первая ничья и, соответственно, сейчас, я надеюсь, уже какая-то команда все-таки... Потому что оно либо в одну калитку, либо в конце просто добивают, но тут прям очень совпало сильно. Поставляется сейчас Бонни, получает урон и от Гавса, и от Белль, и начинают продавливать команда Ватра Гейминг в сторону от команды Replay Totem. А Бит пытается сейчас держать и собаку, и Белль. Белль у нас с ультой, как я вижу, метки теперь раскидывает точно, но, по крайней мере, старается меньше ошибаться, чем это было поначалу, но вот только я сказала, и метка пролетела мимо Бонни. Капканы, кстати, опять коварно расставлены, примерно в тех же местах, как это было в прошлой катке. Белль сейчас снова проходит на миду, наносит небольшой дамаг по сейфу, и Replay Totem уже проседает немного по этому дамагу, получает больше урона, и сейчас больше контроля за командой Ватра Гейминг. У Лолы также есть ульта, что довольно проблематично для Бонни, хотя вот она сейчас вылетает и забирает. Да, Бонни, похоже, под ультой вообще все равно на Лолу, она просто залетает, забирает еще и Белль, успевает чуть-чуть накинуть урона, 84-91. С левой стороны раскрывает у нас Гавс, да, стеночку, для того, чтобы можно было и слева проходить, но Бит, опять же, под ультой очень хорошо сдерживает и не дает просто подхода ни Белле, ни Лоле, которые поменялись местами с собакой, то есть собака теперь по правому флангу, и пытаются теперь зайти с другой стороны на команду Replay Totem. Очень хорошо попадает Маури, тем самым заставляет Лолу отойти хилиться, но сейчас реснулась Белль, и она уже отгоняет его обратно. Также мы могли заметить, что игрок на Маури мог поставить ульту 8 бит, чтобы больше там наносить проблем по сейфу, но это все из-за того, что Гаусс недостаточно хорошо раскрыл левую стенку. Но если бы он ее раскрыл, соответственно, бит бы там просто не мог ничего сделать. Да, бросает тем временем буст почему-то на сейф противников. Гавс, не понимаю, мог бы дать своему тиммейту, что в принципе сейчас могло бы помочь, потому что тотем
очень плотно давит сейф. Вот Да, сейчас остается 7 секунд буквально. Там у нас Гриф накидал дамага 79-58, и у нас получается очень интересная Маури, кстати, ситуация. уже есть новый значок с сайта. Видно, предикт сошел с первых игр и бросает уже радуется. Видимо, да. Интересно, кто заберет сейчас третью встречу, мы об этом уже совсем скоро узнаем, и, пожалуй, это даже интереснее, чем против команды Z Division, когда они играли против кого они играли? Да, Chessma Game, спасибо. 1-0 пока что ведет команда Replay Totem. Если сейчас забирают вторую каточку, то выигрывают полностью весь этот режим. Тем временем Бит пытается накопить ульту и продавить, но Бель поставила у себя в проходе к сейфу капкан, что очень замедлит. Гриф стреляется с Лолой, а Бонни пытается накопить ульту против собаки. Но пока что не получается. Но пока что накапливает ульту не Бонни, а собака, которая раскрывает карту. И опять же можно подобрать буст, но пока что к нему еще сложно подойти. Команда Аватар Гейминг не спешит, но вот собака, видимо, сейчас забирает свой же буст и перестраховывается, ставит гаджет на всякий случай, чтобы с бустом вместе не отлететь. У нас появляется кнопочка, значок, да, поддержки команды. Обязательно его прожимаем на сайте, получаем 10 поинтов. И у нас по правой стороне Лола вместе с клоном просто продавливает, не дает подойти к себе, при этом сохраняет и свое ХП, и ХП клона. Уходит налево. Надо это составить вот из этого происхода, придумать, наверное... Писец, и предлагает все. Лапка. Правильно, правильно разгадайте. Видео поток поступает слишком медленно. 15, так это надо много гадать. Страница 15, ну-ка. Фланг, в принципе, вся команда реплей. Вот, страница 15 надо отгадать, а это не отгадала. Как говорится, и меняются местами. У нас 8 бит вместе с Бонни, бит уходит на... Но, к сожалению, из этого ничего не происходит. И смотри, команда Replay Totem полностью падает. Сейчас только Бонни у нас остается на миду. Немного успевает нанести урона по сейфу. 77 на 92 по процентам. Остается 19 секунд. Ох, слушай, команде Replay Totem нужно как-то продавливать. Пытается это сделать Бонни. Забирает на себя Бель, хватает капкан. Сейчас нужно с помощью ульты Грифа наносить урон. 79, 78 процентов. 77 у нас опять, похоже, ничья. Остается 5 секунд. Ох, как же опасно. 73% на сейфе в итоге. Комментаторы там офигели, походу. Да, слушай, какие напряженные бои. Replay Totem просто на последней секунде вырывает победу. Я уже хотел сказать, что вторая ничья в сейфе. О май гад, как же эпично, как же эмоционально. 35, 55, 95, ну что-то раз, два, очень редко такое можно увидеть. 5. Знаю, что у нас можно выдохнуть. Да, 2000 катки и интересные бои, которые нам показывает каждая команда в каждой встрече. Ребята тоже в чате пишут, так волновался, действительно очень волнительно переживаешь и за одну команду, и за другую, не столько даже за предикты, за очки, сколько за действительно красивую игру, потому что катки очень близкие, в отличие, к примеру, от первой встречи Z Division 1 против Chessma Gaming, там все-таки Z давила, но здесь прям очень близкие игры. Тем временем у нас подходит к началу третий режим, а именно футбол. Интересно, какая карта там будет. Ну, а я рассчитываю, что Тотем как раз возьмут своего основного перса, а именно Маури, пчелу. Он очень будет хорошо на ней попадать. Я рассчитываю, хочу очень увидеть эту игру. Сейчас нам показывают статистику, при этом, смотрите, у Ватра Гейминг 12 киллов, 11 киллов, в отличие от Replay Totem, у которых 7, 5 и 6, то есть практически в 2 раза преимущество по киллам и по урону у Ватри. Вот как раз об этом я и говорю, что игры очень близкие, прям вот действительно команды идут чуть ли не вот стеночка в стеночку, да, прям дышат друг другу. Подесать. Да, через 2 минуты у нас начинается карточка следующая. Ребята предлагают обновить сайт. Ну что, рискнем?
Давай. Пока подготовка, давайте нажимаю на обновление. Говорят, что отставание прям слишком большое. Надеюсь, что сейчас будет меньше. Раз понерфим, значит. Да. 1.45 у меня до начала, 44, 43. Как у вас, ребят? 41. Отлично, все, значит, мы с вами чуть-чуть ускорились. Для меня Относительно того, что было. карта в бравлболе, потому что на миду есть огромный куст, в котором можно занять контроль и бегать просто под снаряжением на скорость, особенно в таком персонаже, как Макс. Если ничего против этого не взять, под конец игры просто могут задавить, а у нас тем временем забывают обновить картинку карты, но не волнуйтесь, это сейчас будет не сейф, а именно бравл-бол. По банам у нас Макс, Пока и не успеваю посмотреть, кто сейчас точно скажу, а именно Эш со стороны Реплы Тотем и со стороны Ватры у нас в бане оказался Гейл, Гриф и Отис. По пикам Реплы Тотем уже забирают Пчелу и Ворона, это очень неприятные бойцы на этой карте, а Джина забирает команда Ватра Гейминг. Кстати, прошу заметить, что баны как в первой игре. Макс, Пока и Эш. Наверное, какие-то шаблоны от тренера. Да, не просто так банят именно этих персонажей. Естественно, каждая команда изучает стиль игры своих оппонентов для того, чтобы максимально подстроиться, для того, чтобы сделать максимально неудобную ситуацию для своих соперников и тем самым облегчить жизнь себе. Тем временем у нас пикает Ватра, Карла и Пенни, снова Карл, да, опять Карл. В этой игре, видимо, самый метовый персонаж нынче. Но остается узнать последний пик от Реплы Тотем, посмотрим, что это будет. Я делаю ставочку на Вольта. Бастер. Нет, Бастер. Нет, Бастер, новый персонаж этого сезона. Ох, первый раз сегодня. Это будет очень интересно. Посмотрим, как будет отыгрывать Бастер, потому что, ну, по нашим личным ощущениям, вместе вот с моими тиммейтами, это сейчас действительно лютый имба. Да, играли в нокауте, был винрейт почти что 100%, там одну каточку слили по случайности, просто неаккуратно отыграли и расслабились. Тем временем у нас начинается первая катка в бравл-боле. На правый фланг уходит Пчела, которая уже попала по Пенни, то есть она уже заряжена и практически полностью добила Джина. По левому флангу у нас Бастер немного просел по хп, и Пчела, смотри, просто не дает в соло не дает пройти ни Джину, ни Пенни. Пенни уже вынужден прикрываться гаджетом, но это ей не помогает. Пчела забирает Пенни, Пчела практически забирает Джина, добивает Джина, и сейчас остается просто закатить мячик в ворота, но нет, Карл уже тут как тут и не дает пролететь. Бастер у нас с ультой сейчас будет подстраховывать всю команду этой ультой, я так подразумеваю, но немножечко приходится ему отойти назад. С ультой еще и Джин, и вот сейчас Бастер наконец прожимает ульту, тем самым танкуя команду. Отличная игра от Ворона, по левому флангу можно попытаться забить сейчас. Джин с ультой промахивается, не вытягивает Ворона, и Пчела уже тут как тут, хотя Пенни успела накопить на ульту, и сейчас немножко будет попроще команды Ватры. Но, согласитесь, довольно сильный прессинг прямо вот с самого начала игры. Да. Тем более, смотрите, как интересно ставит Мартиру Пенни, потому что ее теперь, в принципе, вообще никак не уничтожить, только если мы не забьем гол, и только в таком случае она уничтожится. И при этом Бастер уже наносит хороший дамаг по всей команде Ватра Гейминг, и у них, у Тотема большие шансы сейчас забить гол, но Бастер погибает, и, скорее всего, я думаю, что здесь будет... весь момент решаться на дополнительном времени, когда карта полностью раскроется. Не забываем прожимать значочек, который уже появился на карточке. Зарабатываем плюс 10 поинтов себе. У меня уже вот 415, то есть практически половина. Тем временем Бастер поджимает Карла с правой стороны. Остается только Пенни и Джин. Джин уже затягивает в этот раз четко, не промахивается. Но Бастер, смотри, как агрессивно отыгрывает. Хотя, опять же, Мартира Пенни здесь очень помогает. Она до сих пор стоит, правильно сказал Илья, что здесь очень сложно ее будет вытащить, да, то есть она будет постоянно помогать команде Ватры. Вот тоже плюс еще один мув, который вы можете использовать в своих катках, отыгрывая на этой карте за Пенни. Если бы было раскрытие, было, конечно же, проще ее уничтожить, но, наверное, сейчас Тотем подождут окончания, точнее, овертайма, чтобы все раскрылось, тем самым Мартиры не было укрытия, они ее уничтожат и, наверное, поддавят уже с помощью крови. Да, мне кажется, если карта раскроется, то у команды Реплы Тотем будет больше преимуществ, чем у команды Ватры. Хотя, опять же, по дальности, наверное, да, тут Пчела будет именно лидировать, но тот же самый Джин, да, та же самая Пенни будет тоже неприятным вариантом. Сейчас 1 на 1 остается у нас Бастер вместе с Пенни, забивает он гол, не начавшись овертайм, сразу заканчивается.
Да, очень много хп у Бастера, что Пенни помешало, конечно, с ее перезарядкой и уроном. Да, не смогла Пенни задефать Бастера. Ну, как мы и говорили, Бастер сейчас очень сильный персонаж, и у нас начинается вторая каточка. Если сейчас Реплей Тотем выигрывает, то они забирают этот режим. Карл уже ультует по левому флангу, забирая сейчас сразу двух персов из команды Реплей Тотем, и мне кажется, это может быть сейчас голом. Практически забивают, и да, Пенни заходит. Пока что один гол у нас уже есть, очень быстрое начало. Получается, Пенни отомстила. Да, Пенни исправилась, сказала нет, Бастер, конечно, хорош, но я все-таки хочу победить. Снова залетает Карл на ульте, но уже не так удачно. Вырезается у нас, получается, только один бравлер из команды Реплей Тотем. Подтягивает Джин, хорошая затяжка, и сейчас у нас остается на карте только пчела. Все остальные из команды Реплей Тотем вот только-только начали выходить из ворот. Прижимается сразу Бастер, отличная ульта, сразу не дает возможности атаковать по себе, да, и я вижу значок появился, можно тоже его прожать. Спасибо. Да, уже приближаемся к половине. Это всего лишь только вторая встреча. Тем временем Джин бегает на миду с ультой, не тратит ее, потому что, чтобы сохранить преимущество, но Пенни в этот раз мортиру поставила не у себя на респе, а чуть ближе. Ну, оно и понятно, потому что они забили гол и нужно держать контроль просто. Чтобы да, потом... то есть Пенни уже играет от большего контроля, там их сначала зажимали в воротах, поэтому мортира стояла именно внутри ворот, да, для того, чтобы максимально обезопасить эти ворота. А сейчас уже залетает мячик, как красивый сейчас Мару забивает, очень прям вот точно феерично, ювелирно, не знаю, все синонимы, которые я знала, все сказала, но это было очень красиво. Да, очень красиво. Что им, кстати, поможет, потому что будут скорее ждать раскрытия, чтобы пчелой доминировать на этой карте. Тем временем 40 секунд у нас, да, остается. Илья, давай. Давай, все хорошо. Прошу заметить, что в отличие от предыдущей игры, Ворон уже потратил все 3 гаджета с момента минуты проведенного боя, и что повлияет все-таки в конце концов на эту игру, потому что даже если время будет дополнительно у нас, то они могли бы в принципе отыграть от гаджета Ворона, то есть Ворон фризит 2 бойцов, и пчеле становится легче попасть по каждому из них, и таким способом они заберут преимущество. Но теперь счет 1-1, и преимущество будет за командой Реплей Тотем, потому что в конце концов у них пчела, которая дамажит очень сильно, наносит большой урон, и с помощью такого бойца, как Бастер, получится спокойно продавить с помощью его ульты. Прожимает сейчас гаджет, Бастер подхиливает Ворона, но забирает его Карл на ульте, и сейчас нужно каким-то образом попытаться продавить мячик. Пытается забрать Бастер Карла, да, у него это получается, 110 хп у нас у Бастера, но нет, все-таки всех убивают. Джин остается один с ультой, мортира по левую сторону стоит, немножко накидывает, но не могу сказать, что прям сильно мешает. Когда карта была закрыта, было, конечно, сложнее с этой мортирой. Тем временем Джин идет с ультой, пытается что-то сделать, но Кроу его травит постоянно. Пенни уже использовала все гаджеты, сейчас только у Маури есть гаджет, который